Ой-ой-ой, ой, как громко, ой, как громко. Ой-ой-ой, извините, извините. Итак, всем привет, кто есть на стриме, кто в записи будет смотреть его в будущем, тоже всем привет. Всех с Новым годом, что ли, во-первых. Во-первых, да, во-вторых, мы вот так вот с ноги, представьте себе с ноги, кто бы мог подумать, я бы точно не мог подумать, для меня это точно какая-то, можно сказать, неожиданность. Потому что мы начинаем прям Новый год сразу с мафии. Сюрприз, сюрприз. Для кого-то наверняка точно. Так, секунду. Все еще громковато, мне кажется, я сам себя не слышу. Потом погромче сделаем, если что. Так вот, да, кто знает, кто знает, кто видел, может, даже то, что мы первую мафию на канале уже давненько так проходили. Я говорил, что ко второй и к третьей частям мы тоже когда-нибудь, может, вернемся. И сразу, естественно, спустя перерыв. Получается, вот этот перерыв у нас был довольно-таки длинный. Вот сегодня... Ну а когда еще? Когда еще проходить мафию, как не вот новогодние времена, новогодний период такой вот. И вот пока он уже, конечно, понемногу заканчивается. Немного заканчивается. Но я думаю, мы еще успеем немножко поиграть эту классику. Классику — это очередная игра для меня, которая из списка моих классик, если это можно так назвать. Игру я, конечно, уже не один раз проходил. Давненько это было, и это, конечно, прям легенда, а не игра. Но для меня вообще без проблем пройти ее еще раз для канала, но и не только для канала. Причина еще в том, чтобы пройти ее еще раз для меня, это то, что вышло же довольно-таки давно, конечно уже, но все-таки вот это вот Definity Edition второй мафии, и второй, и третьей мафии вместе с этим самым ремейком или ремастером первой мафии, который мы как раз таки проходили. И вот первую мы прошли, а вот вторую и третью, я как обещал, что пройдем. Но вторую я, если честно, тогда еще говорил, что не то чтобы у меня есть желание проходить, потому что я ее, как сказал, уже 100 раз проходил, но вот именно Definitive Edition я еще не проходил ни разу. Так что будет еще одна такая причина пройти, это заценить вот это самое Definitive Edition второй мафии, что там поменяли, что там улучшили по графону или не только. Что в лучшую сторону, что в худшую сторону. Многие не особо довольны этим Edition, если это так можно назвать. Но я вот еще руками не трогал, что там из этого всего сделали. Наверное, мы быстро ее пройдем, естественно, где-то за 3, может 4, ну максимум, мне кажется, 5 стримов, и то смотря по какому времени, там, по длительности какой эти стримы будут. Ну, она такая небольшая, и тем более, когда знаешь уже что делать, куда идти, что как там. Тем более, я думаю, быстро пройдем. Ну, давайте приступать, наверное, потому что я посмотрел, все у меня работает, все нормально. Можно и приступать, только сейчас обратно верну звук, как было. О. И да, можно приступать. Новая игра. Уровень мой любимый средний во всех играх. Сюжетные элементы. Да, из оригинальной версии это понятно. Да. Погнали. Наслаждаться.
А шо, кто? Что за игра? Привет, привет, Мира Чабов. Меня зовут Вито Скалетто. Игра Мафия Я вторая. родился на Сицилии в 25-м году. Просто суперская игра. Вот про вот эту вот Этот малыш я. главного героя. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Будем становиться мафиозниками. Разве что жизнь была тяжелой. И творить великие дела. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Начиная с малого, заканчивая великим. Как дела, норм? Дела супер. С Покинуть Новым годом, Сицилию. кстати. Пересечь океан. И начать новую жизнь в Америке. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Быстрей, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Игорь, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты! Мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вита. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Глава первая. Историческая родина. Ну, то бишь пролог. Сицилия, июль 1943 год. Операция «Хаски». Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должок. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Начинается. Ладно, Скалета, стреляй! Allora, traditore! Надо зачистить балконы, ну! Управление, естественно, я вообще нифига не помню. Спустя столько лет. Давай! Абсолютно. Дьявол! Gesù! Ammazzare, senza fare prigioniere prima che arriva l'esercito. Капрал! Он говорит, La что tua дойдут sangue еще assai! войска. Cerca di tenere dura! Ай-яй-яй-яй. Дайте пройти, дайте пройти, дайте Потом пройти. ищите пленных! Каждый человек на счету! Spara tu con nudo e ammazzi! Так не пройти! Prendi qua! Берегись! Давай гранату в
местами. Тогда вставай и пошли. Сколько патронов сегодня унесешь? Друг больше не Ничего будет. себе. Сколько всякого прикольного набрали. Мирочабова, ты что, серьезно не знаешь, что это за игра такая? Впервые видишь? Я думал, они уже прям все и каждый наслышаны. Прячься за стену. Я готов. Эй, макаронник, лови! Пленные видно наверху. Зачистить второй этаж. Учитель, это я прямо за тобой! Я тебя вижу. Есть. Ну да, впервые вижу. С ума сойти. Это для меня новость. Скалета! Выбивай! Есть люди, которые не знают этой игры. Вот. Искренне удивлен. Arrenditi o gli fai. Ну, похоже нам сюда. Пошли, значит. Она довольно-таки старенькая уже. Даже несмотря на то, что у нее типа ремастер вышел А я тут честно парочку лет назад. стреляй, не болтай. Уговорил, поганец. Тем не менее Черт, видно, не что выгонит она с балкона. далеко Давай не обратно новая. внутрь. Arrivano, fascisti! И вот сейчас будет мой любимый момент. Получите! Boom. А игра мне уже начинает нравиться. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che И ti è это stato ты еще, detto. ой, сколько всего не видел. Еще самое интересное впереди, и это только пролог. Я его не вижу. Один запах остался. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? È davvero Don Calò. Cacetto, un congeco hanno samaritano i cucini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Дон Кало, глава сицилийской мафии. В тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал. Глава 2. Дом, милый дом. Вот и первая глава закончилась. Быстрый был пролог. Ничего не сказать. 2 года спустя. Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой.
Вита! Я тут! Джо! Эй! С возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Естественно, сначала по пиву. Пивку. Да, как-то быстро все прошло. Вот и он. Как есть. Бэрбэй. Ну, там я кое-что увидел. Мне показалось, сейчас проверю. Быстренько. Да, показалось. Продолжаем. Алей, скучал по нему? Ну, а ты как думал? Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем в окопе. Что с погодой творится? Говорят, это И самая тут снежок, холодная и зима тут в Новый истории. год. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года 2? Почти 3. Помнишь у Тони Сакелли? Если что, это не я выйду Последний раз машину. мы пили, когда тебя провожали Я на фронт. просто После похорон смотрю твоего по сторонам. папаши. Помнишь? 5 минут разговора и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли. Есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало, я про него слышал. Правда? А то, я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял? Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ага, сам потом вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских телок и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна? Ну, за Соединенные Штаты иду возвращение. С Новым годом, кстати. Тебе тоже, кстати. Салют. Салют, Тинтани. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Что повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась? Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно. Ну что ж поделаешь? Минутку, подожди-ка. Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, Джузеппе. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой. Ты что, ты... Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно. В случае чего сидеть-то мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. Камафратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Эх, Джо. О, минус авторские права. Приехали. Да, спасибо. Дачу не надо. Ориентируйтесь с помощью радара. Let it snow. Так, секунду. Как там по звуку, кстати, не надо игру тише сделать? Или меня? Привет, какие новости? Как дела, солдат? Я дома, так что все отлично. Ты на побывку или совсем? Это секретно. Что нового произошло? Честно говоря, немного. Все хотят, чтобы война кончилась.
А еще говорят, это самая холодная зима в истории. Жаль, нечем тебя порадовать. Да, и мне тоже, да. Ладно, пока. Увидимся, старик. Здрасте, мисс... Это ты! Ты такой красивый в форме! Твоя мама наверняка тобой гордится! А как бедный Сальвадор? Передовой нахрен с пляжа. Как у него дела? Сэл пошел во флот, а я в армии. Это разные вещи. Заходи в гости, выпей чаю, Вита. Ты мне все расскажешь. Спасибо, но я спешу. Я только вернулся и хочу скорее увидеть маму и Франческу. Какая красивая выросла Франческа. Так еще замуж не вышла. Ладно, передавай привет маме, Вита. Они там пока говорили, я это время просто слушал песню. И мне норм. Надеюсь, это наши. Конечно, наши. Ага. Вот и в Перл-Харборе все тоже. Вито? Здравствуйте, мистер Монара. Скрываетесь? Да, не могу больше держаться. Простите. Война не твоя вина. Кто знает, может, снова открою, когда война кончится. Спасибо, малыш. Сумасшедший. Кошка. Мягкое приземление. Привет, мама. Я вернулся. Вита, сынок, ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, так как ждали. дела? Иди сюда. Садись. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуппа ди поло. Тебе полезно. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Venici, signore, cominciare che vado unta. Stiamo ricevendo provvedine per piacere che non hanno. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Ну а как вы сами-то? Франни, ты как поживаешь? Живу пока с мамой. Нашла работу в офисе. На жизнь хватает. Я даже начала отдавать папины долги. Франческа, не надо сейчас об этом говорить. Как ты, бомбина мио? Это, наверное, было ужасно. Я так боялась, молилась за тебя каждый день. Ничего, мам. По большей части я джип водил. Ну, пострелял немного. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Так. Время примерки. 5 миллионов всякой разной одежды.
Байкерская одежда. Гоночный костюм. Ну, вот это из оригинала. Давайте, наверное, начнем с этого. Как должно было быть. А в будущем посмотрим, может в будущем что-то другое оденем. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо, ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет, Именно. нет. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Дио. А мне плевать. Простите. Мне плевать, хоть Найдем юбку деньги. последнюю Обещаю. продайте. Что тут происходит? Не лезь не в свое дело, дебил. Да ну. Да? Пойдем, малыш. Я отведу тебя в школу. О, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Вита, пожалуйста, ты делаешь только хуже. Вита, что ты делаешь? Вита, прошу, не впутывайся. Эй, мать твою, Знаешь что? Вали отсюда нахрен! вы пожалеете. Вы оба пожалеете. Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вита. Береги себя. Как-то надо нарыть 2 штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Уже готово. Сколько можно? Ты только что спрашивала.
Да черт тебя подери! Да кто тебя в задницу укусил, а? Ты 100 лет уже возишься, мне холодно. Холодно? Ну сиди в машине. В машине тоже холодно. Давай чини эту свою помойку. Да я бы давно закончил, если бы ты мне помогала, вместо того, чтобы пилить. Я тебя не пилю. Конечно, дорогая. Если бы ты так разводным ключом орудовала, как языком, мы бы уже давно дальше ехали. Ой, ты такой бестолковый, потому-то тебя в армию не взяли. Не можешь не напомнить, а? Муж Этель Фрэнк, летчик-истребитель. Чарли, муж Маргарет, водит подлодку. Прекрати. А мой муж? Ах, он не годен к службе, он работает в бакалее. Знаешь что? Сама ее чини, сука вонючая! В порядке, сынок? Эй, помощь нужна? Конечно. Надеюсь, у вас получится лучше, чем у моего никчемного мужа. Ну вот, все готово. Всего-то пару гаек. Правда? Спасибо тебе большое, красавчик. Не благодари. Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другое жилье. Пошли. За 3 года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее за 3 месяца. Только-только все обставил. 3 месяца? Твою мать. Связи нужны, вот и все. А у тебя они уже есть. Меня-то ты знаешь.
Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Да не то чтобы... Ну, так, в общих чертах. Найти девушку, жениться. Да. Ну, а на эту ерунду у тебя еще времени вагон. А сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Да, спасибо еще раз за бумаги об увольнении. Да чё, всего-то один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедем. О, привет, Смокодав. И тебя с Новым годом. Прошедшим уже. Как отпраздновал? Как настроение? Как дела вообще? Целый год не виделись, да, получается? Эй, слушай, а можно... Что? Сесть за руль? На дорогах гололед, а ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. Причем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пусть и Что слегка. такое джип? Ладно, вот ключи, только осторожней. Значит Я- так, в такую холодрыгу надо газку Секунду. поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Я устал притворяться, что у меня есть новогоднее настроение. То есть его не было все это время? Хорошо, теперь направо, потом езжай пока прямо. Эй, полегче, помедленнее, а? А то на ровном месте замету. На какую там кнопку ограничитель? Вот. На L. Эй, Вита, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить? Оплатить не надо? Считаю, что не было. Ну, у меня, если честно, тоже считаю, что не было. Ну, только на словах там. Слушай, а ты не шутил. И Тебя где-то и правда глубоко в научили душе, водить. Хоть может, что-то хорошее от этой войны. капелька какая-то была, и все на это. Ну, я говорил, что у меня ни елки, никаких там фейерверков, салютов, петард, не было ничего вообще, так сказать. Ну и то, что снега на улице вообще ноль, тоже минус. Если бы хоть что-то из этого было, может, Ух ты! настроение было бы Только глянь на эту цыпу. хоть какое-то. Отлично, Джефферсон Так. 42. Так вообще ноль. Красивая какая, прямо стыдно окно Так выбивать. почти каждый год. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Джузеппе. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все, даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех, кому надоело воевать. Эй, Джузеппе, я тебе клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы. Та еще морока была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Сейчас играю в Сталкер по-прежнему. И как успехи? Куда уже продвинулся? Не хочу в зимние игры играть. Вот не хочу и все. Заставлять себя я не буду. Да? По-моему, разве это не ты говорил как раз, что планируешь там вот как раз таки в мафию поиграть или еще что-то подобное? Или может я с кем-то путаю? Или если это ты, то передумал или в чем дело? Просто нет желания ни во что зимнее играть. Мне вот наоборот пока что только на настроении что-то зимнее играть. Вот Человека-паука начали недавно, там как раз тоже зима полным ходом. Будем проходить какое-то время. Мафию тоже начал. Хотя здесь только в начале игры зима, но тем не менее. Игра у меня по жизни ассоциируется с какими-то новогодними праздниками. Но только у меня, мне кажется. Поэтому мы вот сейчас на этих двух играх сосредоточимся какое-то время. На дикой территории бегаю. Ясно, понятно. У меня все есть.
я повзрывал, вот то, что Новый год, то, что праздник, не чувствую. Ну и такое может быть, да. Может и у меня такое же было то, что и был бы снег за улицей, и елка, и салют, и может быть тогда все равно тоже никакого настроения. Ну, это такое вообще. Очень мало у кого, наверное, бывает прям такое, чтобы прям вах. Сильно ждать этот Новый год, сильно потом праздновать, сильно радоваться, сильно от этого всего. Это, наверное, только вот прям младшее поколение, которые дети совсем, вот они прям очень сильно, наверное, ждут этот праздник, а потом, когда уже стареешь, скажем так, то уже все становится все больше пофиг и пофиг. Со временем вообще станет, что на день рождения, что на Новый год, что на любые другие праздники уже вообще фиолетово. Ну праздник, ну и что, ну и день как день. Будет как-то так. Говорил, поиграю. Поиграл не хорошо. Не зашло, что ли? Не хочу больше себе пытать. Понимаю. Человека-паука я скачал, метро скачал, мафию уже удалил. Я не хочу играть и все тут. Ну, может, попозже захочется. А такое бывает, что в настроении бывает такое, когда прям вообще ни во что не хочется играть. Либо кроме какой-то одной игры, вот как у тебя Сталкер, наверное. Либо в принципе вообще ни во что, ни в одну игру не хочется играть просто. Хочется либо там полежать, посмотреть какие-то видосики и все. И играть, вот, в принципе, не хочется ни во что. У меня такое тоже периодически бывает. А периодически бывает такое, что наоборот хочется играть во все просто. И в это хочу поиграть, и в это хочу поиграть, и в это, и в это, и в это. Но времени нет. Разорваться просто можно. Может такое еще вступит время. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. Грация. Можешь проверить прямо здесь. Вот. Держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Когда отведешь все крючки, поверни ключ, и замок откроется. Легко. Сталкер хочу и играю. Вот. Хотя бы одна игра осталась, которая по-прежнему желание не отбила, и по-прежнему желание есть играть по полной. А то у меня вот бывает такое желание, когда вот вообще ни во что не хочется. Вот ни в одну игру. До встречи, Джузеппе, сия Бенедика. Легко. Не разучился У тебя еще получится. взламывать. Я все время практикуюсь, Увидимся, когда Вика. ключ в машине забуду. Мышечная память работает. Что там, кстати, по звуку? Не надо игру громче, тише или меня. Я спрашивал там у одного товарища, он уже покинул меня, наверное. Ну что, ты И все не еще не ответил. против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Нормально вроде. Ну, сейчас еще, когда будем по городу ездить, послушаешь еще раз. Так. Ломать замок. А, не то нажимал. Оля. Возможно, угонщик. Оу, no. Жми на газ! Понял. Тут машину угоняет, преследую. Так это еще не конец! Вас понял. Бросик, быстро! С дороги. Живым не берем. Никакой я не маньяк. Ладно, вроде мы ушли. Ну и как тебе тачка? Все? Неплохо. Быстро Пожалуй, возьми. оторвались. Ладно, давай поищем мастерскую. У них специальный сервис есть. Самое то. Эй, за это Уж эти платить зимние заносы. Переживай, я все устрою. Я уже Найди забыл про любой них. сервис. Я знаю ихнего На хозяина. поворотах просто
Заносит капец. О, опять прицепились. Ну, смотри, куда едешь. Чего тебе сделать? То есть сменить номера. Новые номера для тебя не вопрос. Мы ее малость подкрутили. Остальное пока недоступно. Починить. А, вот теперь можно. Например, Покрасим в перекраска. любой цвет. Выбирай. Можно в этот. Можно в этот. Можно в этот. Только эти три мне понравились. Вот это. Оля. В любое время. Так покрасивее. Музыку что ли потише? О, уже другое дело уже. Вот так, например. Отлично, теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа будет. Ладно, где он? У него тут свалка на Риверсайде. Не пропустишь. Эй, а это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми, племянник одного кореша. Он типа тихоня, но скажу тебе, танцует как зверь. Пару недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остербей. Все тёлки с ума сводят. Я что, слышу намек на зависть? Ты шутишь? Мне зачем танцевать? Я же обаятельный. Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам с собой ночами дрыгаться. Например, у тебя в кармане зеркало, а то я себя вижу у тебя в трусах. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Д и я поставил. О, мастер-класс пикапа от Джо. Перестань. Записывайте и слушайте внимательно. Джо Вот херни не это посоветует. Эй, детка, как отличный говорится. прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает? Ты знаешь, чем поговорить от поваляться отличается? Нет? Давай поедем ко мне, поговорим. У тебя проблем. Поехали ко мне домой, поиграем в игру. Ты будешь дверь, а я тебя. Ну, это позор. Слушай, если у тебя висит 17, словами можно вообще не получиться. Вот и свалка Майка. Выезжай через ворота. Вот сделал вроде потише, но некоторая музыка все равно орёт, что я аж сам себя не слышу. Глянь, какие... Эй, привет, Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Мне ж теперь ванну принимать. Эй, я работаю, а рабочий человек всегда руки заморает. Зачетный И вообще, отпечаток. Я их вытирал. И чем? Той же тряпкой, которой драешь туалет, а? Слесарюга? Засохни, ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Засохни. Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. Рад знакомству, Вита. Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, и ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей. Я за него ручаюсь. Ага, ладно. Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши.
каждой тачки получишь долю. Пригоняй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно. А, твою мать, Майк! Ты же мне все пальто залапал! Оно же больше тебя стоит! Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну, истерик. Знаешь, сколько сейчас химчистка стоит? Боже. Да хрена! И еще не факт, Ты очистят ли. заткнешься? Вита, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же Нигерский район. Буду там как прыщ на коленке. Слушай, Осуждаем. я дам тебе 3,5 сотни баксов. Стоит того, а? 4. Ладно, идет. Ладно, Придется Витя, игру давай пошли, иногда одену. осуждать. Все равно я пришлю тебе На всякий чек случай. из химчистки. Давай, а я адрес поменяй, болван. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри и не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи. На всякий случай. О, класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Хорошая Конечно, штучка. Кайфуй. Наша первая Вот пушка. мишень. Целься в ту развалину. Вот стал смотреть твой стрим и захотел в мафию поиграть. И так всегда. Вот аналогично. У меня тоже часто такое бывает. Просто зайду к какому-нибудь стримеру, какую-нибудь игру он стримит, которую я вообще не имел никакого желания играть. И потом, пока посидел, посмотрел вот так вот. Это настроение тоже появляться становится на эту игру. И тоже захочется со временем в нее поиграть. Вот. Тоже такое бывало. Неплохо так, неплохо. Эй, Вита, ну-ка, ты в бензобак попадешь? Конечно, попаду. Потому что бензин остался. Но я знаю анекдот в тему про поляка, но не скажу. А, да, кстати, пошел ты. Ладно, хватит стрелять, работать пора. Работаем. А вообще первую и вторую. Потому что я это Definitive Edition второй мафии еще не видел, не пробовал лично играть. Стоп, как там музыку менять? Так, я же нажимал. Дайте другую кнопку, эта кнопка не работает. Следующая станция, пусть будет... О, другое дело. А вот третью мафию я ни разу еще не играл. Вообще ни в какую. Хорошо, Ни в оригинальную, тогда выезжаем, ни как в приехали, потом Definitive по шоссе на Edition. запад. Через город не поедем. Здесь направо. Ну и как тебе дома? Хорошо. Но будь я при деньгах, было бы еще лучше. Куда спешить? Знаешь, за деньги счастья не купишь. Я, наверное, Убирайся к чертовой большую матери. часть тебя времени буду просто ездить без дразню. радио, потому что, Про мне бабки не кажется, тут волнуйся. с авторскими Это правами работа все только очень плохо. начало. Скоро будешь в них купаться. Так что, Ай-яй-яй. все такая же дыра, как раньше? Нет, Это было нет, больно. сейчас не так уж плохо. Хрена себе. Как это может быть? Все черномазы свалили на юг на зиму. Ясно, дыра дырой и осталась, видно. Тебя не было всего пару лет. Этому району нужно куда больше, чтобы измениться. Они там плодятся как кролики. Что поделаешь? Стало даже хуже, чем в детстве. У них там что-то вроде банды родилось. Как их там за ногу-то? Бимеры, бумеры. Хрен их разберет. Что это такое? А, зашибись, прекрасно. Звери это! Дурь толкают и друг друга мочат, вот и все дела. Тебя они не тронут. А если полезут, я не зря тебе пушку дам. А, кстати, теперь с оружием ходишь? Это еще зачем?
Без него в нашем деле никак, особенно в этом долбанном месте. Да, блин, умеешь ты утешить. Ты в курсе? Вот как раз на прошлом Здесь стриме налево. по Человеку-пауку пришлось одну музыку вырезать, потому что авторские права запрещали в целом Я забыл, стрим какой тут хороший район. в некоторых странах из-за этой одной музыки. Вот из-за одной музыки, одной, А дом родной ему уже не пришлось нравится. Эй, что за наезды? Я просто любуюсь, ну и мечтаю. Когда я возить себе еще это. такое смогу позволить? Из-за чего запись У тебя чата бутылка от шампанского да не внутри сохранилась. пива, друг мой. Ненавижу Волнуйся, такие я моменты. помогу тебе. Тут, мне кажется, тоже такое будет, потому что тут тоже полным-полно всякой музыки, явно с авторскими правами. И в первой мафии, когда мы проходили, там тоже была такая музыка, так что я прям уверен на все 100%, что этот стрим в некоторых моментах будет без звука почти. Ну и чат вряд ли сохранится, Вот, запись. вон та кремовая крошка. Осторожней. Сделай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься, на фабрике есть рабочие места. Верно, просто спросил. Удачи, кореш. Увидимся у Майка. Наше первое дело. Перелезть через препятствие. Я увижу, там один уже сидит. Еще можно через главный вход зайти, как вариант. Смотреть меню. Добрый день. Еще я помню, что тут дробовик есть. Это я помню. Сейчас столько лет, я помню, что тут есть дробовик. Это значит что? Что мы сейчас забегаем, всех разносим просто из дробовика. Пристрели-ка! Ваншот. Эй! Эй, ты что делаешь, мазафака? У них одинаковые курточки, кстати. Как я не попал? Валим. Выключите это радио. За нами погоня. Воу. Это чё от мусорных баков нас так подбросило? Ну, дамочка. Ну, Маньяк! Живым не берем! спасибо вам, дамочка. Вас понял. Видишь, Шумахера? Еще один. Вот полиция вообще не в тему из-за той дамочки сейчас. Вообще не в тему.
вроде врезаются там кого-то, все равно догоняют. Приставучие. Машину в хлам не раздолбали просто. О, оторвались вроде. Нет? Да. Наконец-то. Вот опять. Вроде просто бака подкидывает, как будто трамплин какой-то. Прибыли. Эй, задание выполнено! Как все прошло? Расплюнуть. Вот только машина принадлежала кучке нигеров, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. А, наверное, бомбисты. Хантер с их район. Они несерьезные ребята, так, шпана. Шатаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен, чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хорошо. Сколько я там тебе за нее обещал? 600. Мне нравится твой друг, Джо. Ладно тебе твои 4 сотни. Заходи еще, ладно? Снова вместе поработаем. Будь уверен, Майк. Увидимся, Майк. Я скоро снова зайду. Ладно, Ага. парни. До встречи. Вот твои 300, остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. Сойдет. Спасибо, Джо. Ладно, поехали домой. Я устал. Наши первые бабчинские. Думаю, сейчас скачаем мафию. А что, уже появилось желание в зимние игры играть? Неожиданно и приятно. Это было быстро. Ой, эта машина тоже раздолбана в хлам уже. Ненавижу ездить на раздолбанных таких машинах. Некрасиво, не эстетично это. Но при этом этот гололед зимой ездить тоже такое себе удовольствие. На поворотах просто с ума машина сходит. Итан, нам нужно на шоссе. Просто мафия шедевр. Ну что, работу Абсолютно выполнил согласен. и не облажался. Вот вторая мафия это одна из тех игр, Башку которые не для меня оторвать. просто Я что, классика вышел на из войне, всех чтобы классик, пропасть на Сент-Айленде? которые можно Такая перепроходить работа, чуть ли не парень. каждый год. Что поделаешь? К тому же вряд ли ты еще чему обучен. Наверное, ты прав. Не переживай, все будет проще простого. Так, что за тип этот Бруски? Майк полезный мужик. Ворчит много, но всегда какое-нибудь дельце докрутит. В основном с угонщиками. Вроде сидел когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичил. Ты и правда его заставишь платить за химчистку? Не, спущу на тормозах. У меня с ним много общих дел, но и потом нрав у него тот еще. Мы как-то были на скачках, и один ирландец ему пиво на выигрышный билет пролил. Майк его так отделал, что чувак ослеп на один глаз. За десятку, представляешь? По мне так урод конченый. С ними просто надо уметь вести дела. А я с такими ребятами дела крутил. Майк по сравнению с ними просто душка, увидишь. Эй, тут где-то можно машину поставить? Не хочу красотку на улице бросать. И правильно, так что ставь ее рядом с моей в гараже. Еще и улице прямо зимний. стада уголовников. Это да. Да, район уже не тот, что прежде, а? Дом, милый дом. Братва в холодильнике. Жратва в холодильнике. Ты голодный? Ну хочу. Нападай на холодильник. Хочу, бегу. Пиво Штольц, Сифт Кола, сэндвич. Налетаем на сэндвич. И еще сэндвич.
Можно вообще весь холодильник сожрать. Выпить все пиво, всю колу. Нажраться и лечь спать. Ставить Джо с пустым холодильником. О-ха-ха-ха-ха. Привет, Тролликс. Я обожаю мафию. Любую или именно эту? Вот и все, холодильник пуст. Джо, извини, я все сожрал. Все выпил. Глава 3. Враг государства. Алло. Дворец удовольствий Джо, говорит Вито. Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с Ой. ума сходила. Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо, и откуда ты звонишь? Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бомбино мио. Ладно, пока, мама. Отправляйтесь в доки. Где наша одежа? Или в этот раз что-то другое одеть? Ну что-то прям летнее нам не пойдет определенно. Сейчас еще не сезон. Давайте вот это. Байкерская одежда. Ой, нет, я передумал. Что тут еще есть? Форма. Костюм гоночный. Все не то. Это может. Давайте в этот раз сходим. Здрасте. А что, по радио ничего хорошего? Здрасте. Забор покрасить. О, ты знал, что в Stalker 2 на дикой территории есть телепорт на свалку, к тайнику? Да, знал. А ты знал, что еще в этом, возле бара есть вот эта гигантская дыра, это тоже телепорт, и что туда можно попасть, и он тоже ведет к тайнику, к сейфу, с флешкой какой-то там. Эй, приглуши эту дрянь! Игра, которую ты мне посоветовал, топ. Что ты еще в нее продолжаешь поигрывать? Я очень рад, что понравилось. А какие еще есть машины? Ну, это на летний сезон. Вот это крутая тачка. Я помню, когда в прошлый раз играл, то часто на ней ездил. На этой вроде тоже. Офигеть, тут выбор, конечно. Давайте эту опять-таки. Мне нравится на ней ездить, только надо цвет поменять. Красный не хочу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, я передумал. Эта машина явно под летний сезон, скорее всего. Ее еще в 2 раза больше заносит, чем прошлую. Значит, давайте вернем нашу вон ту. Вот эту. Только ее починить надо. Я только сейчас сам обнаружил это. Но это приятно, когда вот играешь и сам находишь какие-то интересные штуковины. Не из интернета там или из других там стримеров узнаешь всякое интересное. Вот именно сам, когда проходишь, натыкаешься на что-то новенькое, что ты еще нигде ни у кого не видел. Открытие для себя такое делаешь.
Я вчера тебе коммент оставил еще один. Я на него уже ответил. Если ты про второй, а не про третий какой-нибудь, не знаю. Третьего я еще не видел, значит. Если ты про второй, то я на второй уже тоже сегодня ответил. Так, мне ремонт надо. Чего тебе сделать? Починить. Сколько? Где цены? Спасибо. Увидел, понятно, увидел. Слушай, я скачал сюжетку, как ты говорил. О, ну это другой разговор уже будет. Если ты говорил, что после классического режима там как-то скучно все закончилось, просто надписью, что война закончилась и все, то может сюжетные режимы тебе больше понравятся. Там как-никак хоть какой-то сюжетец будет. Концовки там вроде как поинтереснее, поразнообразнее. Только она платная тоже. Я попробовал скачать. Ну, это потому что на телефоне, как ты просила. Я знаю, что вот я на ПК без проблем играл во все это. Вот на телефоне я только в классический режим играл, к сожалению. На телефоне я хоть и играл в нее, но очень мало. Большую часть времени именно на ПК. Я нашел только zip файл. Я не умею скачивать zip. Ой, я вообще этим не занимался уже 100 лет. И вообще на телефонах уже 100 лет тоже ни во что не играл. В комментах писали, что там черный экран на мобилках. Ну, повторюсь, я сам лично не пробовал вот сюжетные играть, только в классические играл парочку раз, и то давно это было. Я обожаю мафию, она топовая. Ты это уже говорил. Я еще у тебя спросил, только эту мафию или вообще все части тебе нравятся? Первая, третья. Дверь прикрой, тянет. Чё надо? Ну, я ищу мистера Папалардо. На? Зачем? Меня зовут Вито Скалетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришел сюда. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папалардо к твоим услугам. Зови меня Дерек. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил как рыба. Как он поживает, кстати? Он умер. А, ну, когда-нибудь все там будем. А, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужна работа, да? Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе все покажет. Теперь марш, мой стейк остывает. Пошли.
Видишь ящики? Грузи в тот грузовик. Закончишь, получишь 10. Потеряешь или сломаешь чего, получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Окей. Только это. Понятно. Потому что я слышал, что для многих, например, третья мафия это вообще полная фигня. Для меня пока не знаю, сам еще не играл в третью, но вот первая мне вроде как понравилась, ну и вторая, да, вторая это легенда. Ну, когда я говорю про мафию, ты обрываешься. Совпадение? Чисто совпадение? Если вам надоело, можно просто уйти. Я просто ухожу. Моментально, чтобы не заниматься этим очень долго. Это все равно бессмысленно. Ну, ты все. Да, я все. И 10 себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь, тогда катись отсюда к черту, чтоб больше я твою рожу тут не Не видел. волнуйся. Я раз в 100 больше заработаю в Барбаро Инкорпорейтед. Стой, ты сказал Барбаро? Джо Барбаро? Да, и что? Черт, знакомцы Джо не будут таскать ящики за 10 баксов. Колись, что ты затеял. Пошли со мной. Я, короче, советы по The Sword of Mine посмотрел. Уже смотришь советы, а что уже? Прям настолько прям Теперь что? игра Парень зацепила. ночной труд не любит. Какого хрена? Говорит, что знает Джо Барбаро. Чушь. Кто захочет таскать ящики, если знает Джо? Попробуй-ка мне это объяснить, сынок. Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне нужны серьезные деньги, так что это не вариант. Чёртовы бабы. Все одинаковые. А, Стив? Да, Дерек. Не хочет, чтобы ты отирался с Джо, верно? Моя была такая же. И глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь грёбаный порт в кулаке держу. И как там Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Слушай, ты пойми, человеку на моем месте нужна осторожность. Конечно. Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а? Да, пожалуйста. Куда я дел его номер? А, вот. Может, его дома нет? Было бы обидно. Хай, Джо. Это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. Как тебя звать-то? Вито. Вито. Ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Ну да. Ну да, герой войны и все такое. Ладно, спасибо. Позже поговорим. Извини, проверить-то надо. Джо говорит, ты только что из Италии. Наверняка себя в обиду не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня как раз есть дело. Ребята здесь в порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать на него хотела. Надо, чтобы их кто-то расшевелил. 10 срыла. А если им не нужна стрижка? Ну, тогда тебе придется их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них дурь. Скажем так, проучить можно, но чтобы они могли после этого работать, понял? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив?
Да, босс. Собери не меньше А, Стив. 250 баксов и получишь полтинник. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Легкие деньги, а? Что скажешь? Да уж, это получше, чем таскать ящики. Ну ладно, приступай. Ну, мы с тобой еще в будущем поговорим. Более интересно. А вообще топ-советы. Не докрафчивать вещи и типа так я буду сохранять. А, ну такие, да, таких там лайфхаков немало, да. Тем более ты впервые играешь, что для тебя некоторые такие лайфхаки очень сильно пригодятся. И если тебе прям настолько понравилось, и ты планируешь еще в будущем перепроходить там за разных персонажей, то почему бы и нет. Да, Дерек. Да, Стив. Я собираю плату за услуги парикмахера. И что за игру ты тут затеял? Такую игру, когда ты деньги платишь и остаешься цел. Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь. Марш отсюда, пока перья не полетели. На, подавись. Рад, что ты решил одуматься. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Ах да, наверное, я забыл про деньги. В следующий раз не затягивай, ага? Спасибо. Так, Дерек собирает деньги за парикмахера. Конечно, вот. Я не хочу проблем. Не откладывай на последний день. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Биг Слушай, Босс. кретин, я не в духе. Шел бы ты куда подальше, пока цел. Не выйдет. Дерек хочет денег. Дерек идет нахер. Что этот жиртрест мне сделает? Убьет? Это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты уродец. Убей его! Ай, не успел. Опять не успел. Осторожно! Рви как грелку! Разбей ему башку! Так, у кого еще есть гребаные претензии насчет гребаной стрижки? Вот денежки, босс. Молодец. Вот твоя доля. Я видел, как ты Билла обработал. Ты хорош. Стив пробовал, но ему чуть задницу не надрали. Я А, хорош. Я хорош. Да, Дерек. Да, Дерек. Вот тебе сверху за Билла. Спасибо. Он меня уже так достал. А теперь вали, парень. Мне пора за работу. И передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощники. Да, обязательно. До встречи. И Вита, чуть не забыл. Звонил Джо. Сказал, что ждет тебя у Фредди. Эй. Хочу уже играть в мафию, а ее еще качать часа 2. Ну, для меня это уже получается второй раз. Ты такое говоришь, когда мы Человека-паука стримили, точно такая ситуация была, помнишь? Тоже пока смотрел стрим, захотелось поиграть, и пришлось ждать, пока он там будет качаться, и в итоге желание уже пропало. Сейчас ситуация повторяется и с мафией. Интересно, потерпишь ли ты до того времени, пока скачается, или уже желание пропадет? Как было в прошлый раз.
Из-за торрента система раздачи торрента неконтролируемая. Наверное. Сначала один раз удар, потом уже серии. Ага. Бывает. Ну, паука-то я скачал, но играть хочу только в начале. Ну, может, когда будет следующий стрим у нас по Человеку-пауку, может тебе и в Человека-паука захочется поиграть. И тут ты тут как тут, и сразу скажешь, а он у меня уже скачан. И не придется ничего ждать, и сразу можно будет играть. Моментально. И вот тут ты всех перехитришь. Не придется уже ничего скачивать. И ничего ждать. Гениально? Гениально. Что-то я разогнался. Уточку занесло. Ты не знаешь, как скачать сюжетку The Sword of Mine? На телефоне нет, не знаю. Я хочу купить Тарков, но если уж и покупать его, то только с PvE режимом, что значит плюс сверху рублей 500. Тарков. Потому что PvP Тарковец там более... Где ты вообще был? Я приехал сразу, как ты позвонил. Что происходит? Для меня это да. Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Я в Тарков Его ни разу зовут не играл. Генри Томасино. И не планирую, По-моему, если честно. дело будет серьезное. Чего, правда? Ну да. Хватит заниматься всякой ерундой. Пора провернуть настоящее с короля. Вот он идет. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он? Да, это Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Ручаешься? Как за себя самого. Доверяю полностью. Ну тогда слушай, у меня для вас есть одно дело, за хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин, их сейчас выдают мало, и они в цене. Где их возьмем? В управлении по регулированию цен. Это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? Что, слишком круто? Нет. Просто думаю, как нам это провернуть. Ну, это несложно. Ночью талоны хранят в сейфе, но ключи наверняка где-то неподалеку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Она нам поможет? Спроси ее сам. Ее зовут Мария Аньела, вот вам адрес, скажи от меня. А с сейфом что делать, если ключей не будет? Ваша проблема. Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов плачу 600 баксов. Ладно, мы в деле. Нет, Вита пойдет один. На Джо у меня другие планы. Ну, что скажешь, Вита? Конечно. Да, и пушку не забудь прихватить. Никогда не знаешь, как обернется. Лучше перебдеть. А копишь? Стоп. Это вам не винный магазин грабануть. Мне нужна чистая работа. Пришьешь кого, получишь треть. Копишь? Да, я понял. Нет проблем. Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчетом. Ладно, пока. Удачи, Вита. Привет, Герт. Ура, не сталкер? Да, не сталкер. Сталкера мы очень долго проходили.
Это, как я говорил, самая большая игра, которую я на канале больше всего проходил. Целых 17 стримов получается. Если не считать разделенные. Но если я правильно помню, на начале, на первых стримах ты заходил, и вроде как тебе даже было интересно. Это получается даже тебе уже надоел этот самый сталкер. Кстати, как, в него сам играл? Или нет? Хочу дождаться, когда ПВЕ доделают, и еще, надеюсь, выпустят отдельную игру, чтобы мне платить за мультиплеер. Не, ну если такое выпустят, то я бы сам, может, когда-нибудь и попробовал поиграть, а так я платить за это точно не собираюсь. Есть куча аналогов, шутеров, экстракшн, но все не та атмосфера. Тарков — это СНГ локации, постсоветский дух. Ну да. Хоть я и не играл, но немало видел эту игру, как в нее играют, что она из себя представляет и так далее. Не просто реалистичная стрелялка. Угу. А таких сейчас ой как много. Бездушных и пострелялок. Нет? Я уходил, чтобы не спойлерить себе. А, да. Все, вспомнил, да. Ты говорил, что ходишь, чтобы не спойлерить, потому что сам хотел. Я тоже Мафия 2 начал проходить, и резко ты начал. Ну, мне кажется, многие под Новый год, где-то вот такие вот в зимнее время хотят во вторую Мафию проиграть, потому что вот, и как я говорил в начале стрима, для меня она ассоциируется, собственно, с этими самыми новогодними праздниками, зимой, все дела. И мне казалось, что не только у меня. Поэтому я не удивлен, что много кто тоже в это время начал в нее играть. По еще игре можно орать. Говнюк, иди сюда. Что, решил ко мне лезть? Без понятия, где еще такое есть. Это 1 на миллион, наверное, только такой. КС-2. Это точно тогда не про меня. КС и я — это что-то несовместимое. И куча других уникальных моментов. Да, в чем дело? Здравствуйте, мэм. Я от Генри Томасино. Он сказал, что вы можете помочь мне с одной проблемкой в управлении по ценам. Да, я слышала. Что тебе от меня нужно? Мне надо туда попасть. Ладно, знаешь что? Моя сестра сейчас в больнице. Если подвезешь меня туда, я расскажу тебе все, что надо знать. Это напротив управления, так что тебе практически по пути. Да, без проблем. Мадам, прошу за мной. Доставим вас в лучшем виде, но это не точно. Я еще тот Шумахер, более такой гололед. Игра, про которую ты мне говорил, называется The Star of Mine Stories. Да. Там 3 истории разные есть. Но не все в одном вроде как скачиваются, не по отдельности. Но в целом 3 разных истории там со своим сюжетом. Ладно, поехали. И аккуратно за рулем, ладно? Знаю я, как водит нынешняя молодежь. Все, понял, принял. Ограничитель Ладно, включили. малыш,
Тут на ночь запирают основательно, так что лучше иди с черного хода. А там что, открыто по ночам? Нет, зато подвальное окно всегда открыто. Влезешь через него. Тебе нужен сейф, да? Как вы догадались? Случайно. Он на верхнем этаже. Там же кабинет директора. В кабинете ключи. Ладно. Я залезаю в окно с черного хода и иду наверх в кабинет директора, так? Верно. И будь осторожен, по ночам там охрана. Не попадись им. Нас ожидает стелс. Стелс-миссия. Там сюжетка, да, все правильно. Ладно, высади меня вот тут, у больницы. Тебе прямо через дорогу. Спасибо, что подвез, малыш. Спасибо, Мария. До встречи. И притом Тарков все еще остается популярным даже за границу, и в нее играет на 1,5 миллиарда. Не 1,5 миллиарда. Так, секунду. О, так лучше видно. Не 1,5 милитариста-хардкорщика. Да вообще, я сегодня на Twitch заходил, там Тарков мне показывалось, зрителей смотрело чуть ли не больше, чем во все игры, которые у меня там в рекомендациях висят вместе взятые. Не знаю, что там еще больше за это было. Наверное, какая-нибудь Дота или КС, не знаю, что-то такое, наверное, только могло бы там его превысить. Ну или я просто попал в такой момент, когда многие его смотрели. Я не знаю, сколько там в обычное время его смотрят. Просто такой зашел и смотрю, нифига себе, сколько народу его смотрит. Например, тот же Сталкер. 1000 зрителей смотрело, а там несколько сотен вроде как было. Ну, хотя, с другой стороны, как бы там сюжетная игра, а там кооп, мультиплеер, все дела. Это логично. А как скачать? Ну, я тоже не знаю, если честно. Я уже сказал, что я на телефоне в сюжетку не играл. В сюжетку я только на компе играл. В телефоне только классику играл. На встречке припарковался Шумахер. Ой, вообще пофиг. Вообще пофиг. Еще я буду заморачиваться, чтобы там по правилам ездить. Правилам парковаться. Мне интересно, кто-то, когда GTA проходит, тоже так заморачивается там? Или Мафии, или еще какой-то подобной игре? Мне кажется, единицы просто. Игра же не для этого придумана была. И симулятор ездуна какого-то. Так, пошел стелс. Делаем ставки. Как быстро я спалюсь. Помолчи-ка, я кроссворд решаю. Вы бесшумно вырубить, нажмите. Ага, понятно. Пойду-ка сделаю обход. С катертью дорожка. Пойду-ка сделаю обход. Очень вовремя. Спокойствие. Обход закончен. Стелс на 1,5 землекопа. Он самый, наш любимый. Вот кабинет директора. Легендарный. Здесь должен быть ключ. Ага, вот ключ. Он. Теперь нужно открыть сейф. Я потому про него и вспомнил и узнал. И узнал про ПВЕ. Там вышел патч плюс ивент. Если бы на ПВЕ я бы тоже хотел купить, но не играл бы долго. Не выдержал бы просто. Я смотрю, ты следишь прям за ним, да? Патчи там когда какие выходят. Прочие.
какие планы на выходные? Ну, посижу дома, посмотрю этот телевизор. Ты купил телевизор? Телевизор? А то! Мужик, он же как тачка стоит. Откуда столько денег? Да, вот это вы, конечно, жируете. Я оставил чуток денег. И ты купил себе на них телевизор. Телевизор. Их на сигнализации, да, вижу. Ее вроде как можно отключить, если я правильно помню, да? Но не здесь. Вот эту миссию, если честно, я не до конца помню. Помню стелс. И все. Кроме стелса в этой миссии больше ничего не помню. Вот тут как надо было делать подробнее. Мне хватает газет и радио, спасибо. Это ваше телевидение просто мода. Еще посмотрим, сынок. Что об этом думает Мэри? Она его еще не видела. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Это очень не кстати. Чем дальше, тем интереснее. Ну, она поехала к матери на север. Понятно. И как? Что ты смотрел на своем новомодном телевидении? Да больше мультики. Сейчас там мало что показывают. Вот стали очень неподходящие. Столько денег угрохал на мультики. Смотрит в эту сторону, этот в ту. Отец сказал, что после войны они будут еще показывать бейсбол и футбол. После дождичка в четверг. Слушай, я тут смотрел эти мультики и вот подумал. Ну-ну, вещай, Эйнштейн, послушай. Ну, слушай, что если управлять мультиком? В каком смысле? Ну, понимаешь, управлять человечком на экране, чтобы он бегал туда-сюда, водил машину, может даже стрелял в кого-нибудь, во врагов. Ты что, клея нанюхался? Как это вообще возможно? Ну, над этим я еще не думал. Смотри, наверное, можно сделать такую себе коробку с кнопками, чтобы управлять человечком. То есть одна кнопка, чтобы идти, другая, чтобы стрелять, еще одна, чтобы... Ага, и это твоя великая идея, да? Звучит забавно, но такого никогда не будет. Да ну, уверен, когда-нибудь так сделают. Вот попомни мои слова. Угу, конечно, сделают, когда люди на Луну слетают. Да-да, ладно, смотри, не поранься карандашиком. Вот вообще не помню. Могу сказать где. Но сейчас еще немножко поброжу. Я еще не был, может, сам найду. Может, внизу? Я еще внизу не был. Там за охранником. Неужели нашел? Наверное, где-то тут. Вот я этот подвал вообще не помню. О, нашел.
Вообще не помню этот подвал. С тех времен, когда играл последний раз. Обрывками только. Да все равно я его не куплю. 2000. Жаба душит. Лучше уж Stalker 2 в 60 FPS поиграть. Это да. Я в мафии по правилам ездил. Только в нее и все. Серьезно. И насколько тебя хватило. Я не верю, что ты прямо всю игру продержался. Если ты скажешь, что ты всю игру прям играл по правилам, то я буду очень удивлен. Очень удивлен. Всю игру. Мое почтение тогда. Тогда мое почтение. Но уточню, это было твое первое прохождение или это уже какое-то перепрохождение? Не в первый раз. Уточни-ка. Да, все это херня, Сталкер и так скоро 40-50 FPS пойду, а там и 10-70 мне не хватает. Но лучше же в 60, а лучше еще в 100 FPS, а то и больше. Чем больше, тем лучше. На максималках все дела. Бла-бла-бла. В общем, покупать я ничего не буду, буду копить на что-то. Ясно. Планы у тебя, конечно, меняются быстро. Вот и сигнализацию мы отключили. Все по стелсу, все по-тихому. На выход. Выход я помню где-то тут, в окно. На крышу был. О. И это тоже я помню. Я же говорю обрывками. Что-то помню, что-то нет. Ну блин. Я 3 часа искал, где отключить. Ой, а я и даже не помню, сколько я искал, когда впервые играл. Я вообще свое самое первое прохождение уже вообще не помню. Я в нее только раз переигрывал. И уже вообще сбился. Всю игру, но только мафию. Первое? Ну тогда точно мое почтение, раз первое прохождение ты прям настолько погрузился в игру, настолько заморочился. Извините. Я вообще не шарю за Сталкера. Ничего страшного, Тролликс. Мы уже Сталкера прошли, так что эта тема уже прошлых дней. Это когда мы прям стримили активно Сталкера. Там мы кроме Сталкера вообще ничего не обсуждали. На устах только Сталкер и ничего кроме Сталкера в то время не было у нас на обсуждение. А теперь хотя бы вот Мафию можно, например, пообсуждать, Человека-паука, которого мы тоже проходим, или что-нибудь еще, любое вообще. Мафия тоже по правилам ездил. Что ж такое, еще один. Кроме погони. Там же сама игра того требует, да и несложно это ж не GTA. Вот ладно, Мафия, а вот мне интересно, в GTA, например, кто-то играл. И как успехи? По правилам. С утра они будут в шоке. Хорошо. Или Вижу, Джо умеет Watch играть. Dogs тот же, например. Хорошо.
Или какие еще есть там такие похожие игры? Черт. С тачками и Что не открытым так? миром. Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи, их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Ну, дерьмо случается, да. Слушай, если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь. Эх, получается, весь мой стелс никуда. Так, время пошло. Бегом, бегом, бегом. Пока, приятель. Пока, приятель. Тебе тоже. А мне сейчас срочно надо будет ездить. Так, сначала сюда. Ты что, ослеп, козел? Здравствуйте. Слушай, у меня есть лишние талоны на бензин. Хочешь? Они твои. Дешево. Да, отлично. Годится. Хорошо, держи. И никому не болтай об этом, усек? Ясное дело, приятель. Строго между нами. Смотри у меня. Плюс 100 баксов. Еще 5 заправок. Сюда давайте. Я играл в GTA по правилам. Всю игру. И какое-то время только. По приколу. И всю игру прям проходил по правилам. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. Ночка. Пока. Те машины и так медленные, просто соблюдают правила. Теперь сюда. Давайте по-быстрому. Пожалуйста, поиграй. Во что? Эй, не интересуют лишние талончики? Конечно. Well, эй, Где ты ну... их взял?
Тоже Хотя, игра от пожалуй, Rockstar мне этого Games. лучше не знать. Умница. Впервые слышу. Теперь гони наличность. Да, отлично. Надеюсь, я из-за тебя не вляпаюсь. Не переживай, просто не болтай лишнего. Эй, заправить? Пока. Впервые слышу об этой игре. Я вот, если говорить про игры от Rockstar, то я в RDR играл. Немного. Мне понравилось. Но, к сожалению, так и... Получается, мы ее забросили, так и не вернулись до сих пор. Снова к ней. К сожалению. Или к счастью. Nobody delivers the... Тебе понравится игрушка, игра детектива. You can make a difference. Gasoline is an important commodity in the fight against tyranny. Now, you may think it's also С дороги. but what you may not know is that there is a bus stop within a couple blocks of almost any destination in Empire Bay. And for those long-distance trips, odds are the train system can get you there faster and more economically than driving. Just a couple of the options you have to conserve gasoline use in Empire Bay. Эй, заправить? Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Почти Хорошо, такая же, держи. как и мафия. Деньги Поиграй, вперед. тебе Рил Да, понравится. конечно. Держи, А лучше бабло. постримить. Спасибо, друг. И ты меня не видел. До свидания. Не, постримить точно не получится, разве только если ты закажешь ее прям. Только такой вариант. Максимум для себя только попробую, и то не точно.
Или что он там от меня хочет? Вы убьете кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. Так будет намного быстрее, а то мне время уже заканчивается. Отстаньте от меня, отстаньте. Хорошо, вот. Отстаньте от меня. Блин, я не могу отойти, пока анимация долбаная происходит. Ты из-за этой анимации не успеешь. Полицейские, как всегда, все портят. Сейчас мне скажут, что все заново, да, проходить? Черт, уже полночь. Ну что, значит, погорел. Поеду обратно к Джо. Ай, ну 2 секунды не хватило, ну вы смеетесь. И пофиг, короче. Скажем спасибо вот этим полицейским душам. Надо было сразу не уезжать от них, а в этом же месте заплатить штраф, и я бы как раз успел. Так, выключить надо. Там вроде тоже есть зима. Это, конечно, хорошо, но это не тот случай, когда зима прям настолько мне нравится, чтобы все планы менять только из-за зимы. Еще час стрима? Ну, как минимум. Как минимум еще час. А там посмотрим. Лето после зоны будет. После зоны. Так это вообще еще не скоро. Значит, я что-то уже реально подзабыл. Хронологию игры. Так, у нас что-то там отлетело. Машину надо срочно ремонтировать. А то у нас уже дымится все. Уже дымится, полыхает. Есть в плане Метель 2? Какая Метель 2? Тоже вышла Метель 2? Серьезно? В любое время. Вот как понять после зоны? Ну, по сюжету. По сюжету, когда в игре зона закончится, Вито выйдет на свободу, будет уже не зима, а лето. Вот так, понимаете. А вы как думали? Вы о чем подумали? Метель 2, по сути, тоже хороший формат. Потому что там метель и снег. Что, серьезно, уже вторая часть вышла? Я вот, если честно, просто не слежу вообще. Последний раз, когда вот я как раз стримил Метель, там я помню, что был анонс, что вторая часть разрабатывается. Я вообще не следил, что когда она там выйдет, вышла ли уже или нет. По Скулбою аналогично тоже ничего не следил. Если она вышла реально, то может быть в планах и появится. Не знаю когда, но может быть. Мафию... Я Мафию проходил полностью, получается, года 4 назад. Ой, а если считать еще те прохождения, которые у меня были полные или не полные, это было бы еще в 2 раза больше. Вот именно полные прохождения мне было парочку, где-то 3, максимум 4, наверное. А вот неполных было куда больше, когда я начинал, но так и не закончил. А может, я боюсь считать. Не знаю, зачем я переоделся, мало ли сейчас мы еще не ляжем спать, а еще что-то продолжится. Ну, на всякий случай. Глава 4. Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером.
Пушку захвати и отмычки. Так. Опять крупные дела намечаются. Так, может уже что-то другое? А может, давайте-ка мы. Я помню, когда в прошлый раз проходил, я чуть ли не в начале игры такое сделал. Мы сейчас с вами. Что там происходит на улице? Мы сейчас с вами съездим вот сюда. Или не сюда? Ну, сначала сюда давайте глянем. Какой там ассортимент? Чтобы ходить не в курточках, как голодранец, а как мафиозник. Мы же идем на серьезное дело, как написал нам Джо. У нас намечается серьезное дело. Значит, нужен серьезный костюм. Огласите весь список, пожалуйста. Добрый день, мистер. Добрый день, мадемуазель. У вас акцент французский? Что-нибудь вам понравится? Позовите меня. Oui, все, мадам. Что у вас есть? Повседневный костюм и плащ. Ну что-то тут видно, я смотрю, не богатенький ассортимент. Это надо, значит, в другие магазины ездить. Это вообще летние уже костюмы. Это сейчас не в тему, наверное. Хотя, можно посмотреть. В смысле, примерить. Нет, примерить нельзя. А почему? 67 долларов. Давайте. Только лучше Для начала, думаю, сойдет. Да, более чем сойдет. В будущем уже на что-то более дорогое переключимся. Вот там будем прям реально Заезжайте к нам еще. мафиозники. Иголочки просто. Дорогие, богатые. Сейчас, думаю, такого сойдет с головой. Да. Поехали. На серьезное дело. Ты смотри, как разогнался прям ко мне навстречу. Ненавижу, когда в такие моменты из-за угла внезапно кто-то вылетает. Так, смотрю, я что-то много сообщений пропустил. Ну. Так, а на чем я остановился? Уже так много сообщений пропустил. Бот, как понять после зоны? Какой бот? Это не бот, это смокодав. Я уже устал для всех зрителей рассказывать, что это не бот. Это просто написано, что типа рестрим бот, а на самом деле ник товарища вот потом написано Twitch Макадав. Вот там ник. А рестрим бот это не смотрите туда вообще.
О, нашел. Сообщение, на котором я остановился. А поигрывал впервые лет 5-6 назад. Ну, я говорю, я свое первое прохождение вообще не помню. По информации на август 2024 года вторая часть игры Метель 2 разрабатывается. А, то есть она разрабатывается. Еще не вышла. Тогда о чем может быть тогда разговор? Я вот все жду Зайчика, когда там последнюю часть, последний эпизод доделают. Уже сколько лет прошло. Также в разработке находится игра 7 дней 10 Days Escape, которая является прямым продолжением Метели. Ну понятно, короче. Все еще пока разрабатывается только. Выходит и геймер с 6-летним стажем. Ну, как ты красиво себя назвал, конечно, да. Первая игра на ПК моя была Майнкрафт. Я в Майнкрафт на ПК либо вообще не играл, либо играл совсем чуть-чуть. Когда я прям период, когда я много играл в Майнкрафт, а это было миллиард лет назад просто, и то я тогда играл именно на планшете, во времена школы. Тогда были времена, когда прям активно играл, а с тех пор, более на ПК, это было очень мало. А 8 лет потом Сталкер, наверное. Я обожаю грабить и убивать людей в GTA и Мафии. Осуждаем, если что. Мы такое не любим. Первое, что я стал делать в майне, это строить бункер. Эх, да, были времена. А я тоже, только вроде второй была Crossfire. Народная солянка была моим первым сталкером, но в самом начале меня загрызли кабаны. Я забросил такие сложные игры на год. Где-то, наверное. Сложные игры. Сейчас это звучит уже, наверное, смешно, да? А тогда это было реально сложные игры. Я помню главному герою жгут дом. Это откуда? Crossfire? С деньгами вроде. А, ты про мафию? Да-да-да, я тоже помню. Но это вообще не скоро будет, так что еще... Так что еще можно не париться вообще за деньги. Это очень не скоро. Что, простите? Какие лыжи? Так что, короче, пока за деньги не паримся. Все, я начинаю играть в мафию. Все. Приятного вам прохождения, уважаемый. Это будет 6-8 главах. Ну, я же говорю, это еще, ой, как не скоро. Ну, не на сегодняшнем стриме точно. Продолжаем. У нас серьезное дело. И серьезный костюм. Весь день продрых, что ли? Имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. Но когда про это узнает Альберта, А вот эту мразь я тоже помню. Ну и слышал ты вчера... Очень хорошо помню. Я не совсем тут виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. Целых 2 лишних месяца, мать вашу пачку! Где мои бабки? Бабки! У меня тут розочки. Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кому тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушками.
Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Ты даже лампочку заменить не можешь. Да не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании, сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно, пошли. Просто Хорошо. никогда не бывает, Несем это подонков точно. вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. 6 часов спустя. В конце вроде Джо убьют, после этого я плакал в детстве. Эх, спойлеры. Хотя у нас на стриме сейчас вряд ли есть кто-то, кто не играл или не в курсе про сюжет. Но может записи, например, кто-то будет смотреть, так что спойлер. Упс. И, кстати, его вроде как не убили. По крайней мере, нам этого не показали, тем более в третьей мафии там его вроде даже показали живым, но это может быть не он или он, но это теория, но я не в курсе, я не шарю. Имеешь в виду с Дереком? И это тоже спойлер, наверное, извините. Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе Впрочем, мы работу? едем на дело. Да, обработал ему пару парней. Хи-хи. Это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Мать почти заставила. Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Упс. Ой, опять отрываться полдня. Хотя, может, и не полдня. Может, получится вот так вот обхитрить. Просто кругаля. Ты что, красный свет не видел? Сделать, да, так и получилось. Супер. Я не помню, я на парковке. Кто-то почти в конце. На парковке? Почти в конце умереть должен? Какой парковки? Definitive Edition я впервые играю, я тоже. В начале стрима говорил, что я вот... Еще одна причина на стриме Мафию вторую пройти Итак, для меня, открывай это дверь. вот то, что вот Definitive Edition хотел бы я глянуть. Но что тоже еще ни разу не проходил. Интересно, что тут поменяли, добавили. Или убрали, может. Да, на подземной парковке. Но я, видать, опять что-то забыл. Это еще что? Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозги ударила! Барбара, ты что это тут делаешь, козел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф? Еще чего, хрен тебе, жердяй, это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай Ага, ходи все, что щас. взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Сразу Всем в расчет постам нахрен. 10.3.1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10.3.1, ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А, черт! На-ка, выкуси. Валим отсюда. Валим отсюда.
Надо валить к черту отсюда! Вы ждете? Приглашение! Взять их, парни! Брайан, а как же Коп? Давай, выбирайся! Я стараюсь! Черт, Коп! Эй, Вита, я открыл! Живее! У нас дробовик, кстати, есть, если что, вдруг. Прикрой меня! Я открою дверь! Отцепи этих козлов от меня! Уже почти! Выдержи их еще немного! Так нет никого. Давай, помойка, открывайся! Да, есть! Мы выбрались с видом! Давай! Прекрасно. Стоять, полиция! Вам не уйти! Ой, как страшно. Боюсь, боюсь. Твою мать! Что происходит? Черт, снова тупик! Ты откуда взялся? Нам сюда! Это единственный выход! Ну же, Вита, двигай тазом! Ты с ума сошел? Тут лед сплошной. Поскользнешься и кранты. А что делать? Не хочу садиться. Ну, пошли, что ли? Ну? Ты долго еще будешь думать? И что? Что происходит? Забаговалась, что ли, или что? О, Господи. Наверное, забаговалась. Они должны были забежать сюда, они просто стояли. В Сталкере были баги, тут тоже баги. Как я соскучился за багами. Давай, выбирайся! Да иду я. Черт, Коп! Такой кипиш, что аж нет времени чат глянуть. Прикрой меня! Я открою дверь! Отцепи этих козлов от меня! Уже почти! Выдержи их еще немного! Давай, помойка, открывайся! Да, есть! Мы выбрались с вида! Давай! Давай. Стоять, полиция! Вам не уйти! Твою мать! Короче, я достаю дробовик. Черт, снова тупик! Добрый вечер. И все? Нам сюда! Это единственный выход! Ну же, Вита, двигай тазом! Да ты с ума сошел? Тут лед сплошной. Поскользнешься и кранты. А что делать? Не хочу садиться. Ну что делать? Не хочу садиться. Ну и где? Они опять там застряли. Алло. Проснулись, блин. Это минус, наверное, вот этого Definitive Edition, то что, как я слышал, Давай, тут сюда. по сравнению с оригиналом больше минусов, наверное, появилось. А именно всяких багов. Господи, осторожней. Летать научился?
Да я, кажется, обделался. Дядь, хвати сюда, почти сержант. Да нахрен, столько мне не платят. Сюда! Так мы выйдем на улицу! Черт! Копы! Стоять, полиция! Ура, Вам не опять! уйти! Это было неожиданно. Слава богу, хоть не с самого начала. Так мы выйдем на улицу! Если бы сейчас опять с самого начала там бежать, я бы возмутился, мягко говоря. Черт! Копы! Стоять, полиция! Вам не уйти! Уже почти! Выдержи их еще немного! Есть! Мы выбрались, Витер. Давай! Спокойствие. Генри никогда не поверит. Идиоты. Пошли. Идиоты. Наконец-то. Отвали, мусор. Я ничего не делаю. Ну, везет ирландцам. Это что за хрен? Брайан О'Нил, двинутый ирландец. Ума нету, работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Черт, копы, быстро в тень, скорей. Не волнуйся, давай сумку. Я заныкаю добро. Ладно, друг, увидимся дома. Не попадись только по пути. Ну, в таких желтых костюмчиках, мне кажется, будет очень подозрительно. Ой, ну наконец-то. 5 миллионов сообщений сейчас придется зачитывать. В чем я остановился? Нашел. На подземной парковке. Именно вторая мафия. Первый я тоже ремейк проходил. А третью? Третью не проходил? Я вспомнил, кто-то сейчас сядет в тюрьму. Или не сейчас еще. Но сядет, да. Форум, ты ошибся в названии. Это не просто хорошая игра, а просто отличная игра. Это можно много чего еще назвать, как эту игру. Просто великолепная игра, просто шикарная игра, просто опупительная игра, просто гениальная игра, просто шедевральная игра, просто... Ну не будем прям нецензурно говорить. Ладно, уж на этом, думаю, хватит. А тут тупик. Эмикс, вы кто? Да, Эмикс, расскажите, кто вы? Кто вы по жизни? Расскажите нам свою биографию. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Валим, 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 валим. Не успели. Вот я немножко обнаглел. Мафия 2 это та самая игра для зимнего настроения. Ну, одна из, так точно, да. Я уже об этом сегодня говорил, что она у меня ассоциируется, это точно, что с зимним, новогодним таким вот сезоном. Поэтому в планах я говорил, что у нас
она была, чтобы ее пройти, ну и какой еще может быть еще более подходящий момент, чтобы ее наконец-то пройти, как не сейчас. Вы тоже так думаете? Тоже так считаете? В тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал. Угу. Кстати, вот эта вот новая мафия, которая планируется в этом году, которую я, кстати, жду, будет как раз таки про Сицилию и вроде как про вот этого самого Дона Кало, если я правильно слышал эту информацию про эту новую игру. Потому что он так сказал. Или не про него, а про какого-то другого Дона. Ну, про Сицилию, короче. Так что ждем новую мафию. Надеюсь, не получится такой же Г, как и с третьей. Хоть я в нее и не играл. Но знаю, что она Г. Потому что я видел, по крайней мере, я подтверждаю, она Г. Но, мне кажется, рано или поздно все равно придется в нее хотя бы поиграть. Не знаю, как насчет того, чтобы пройти, но хотя бы поиграть. Вот как раз после того, как уже вторую пройдем, когда-нибудь в будущем, до третьей доберемся. Или может вообще до новой доберемся раньше, чем до третьей. Кто знает. Но с другой стороны, нам никто не мешает просто попробовать третью мафию и не проходить ее. Просто на один стримец глянуть. Понегодовать немного, какое она Г. Ну и на этом закончить стрим. Как у нас было со смутой. Кто-нибудь застал смуту? Кто-нибудь помнит смуту? А был стрим по смуте, которого уже нет. И слава богу. Форум, ты на какой сложности играешь? Что тебя с пары выстрелов убивают? На средней. Представь себе, на средней сложности меня с пары выстрелов убивают. Но если быть честным, это не пара выстрелов, это с дробовика прям в лицо. Вот тогда именно, тот момент на крыше был. Это у полицейского был дробовик, и он мне прям в лицо с дробовика лупил. Вот это был ваншот. А так-то средняя сложность. И да, что-то больно они бьют. Помни стрим по метели? Да. Я вспомнил. Если про Сицилию, то там будет и Вито. Ну, как бы... Было бы неплохо, да, если там про тот период будет. Я не знаю, какой там период времени. Хотя нет, знаю. Начало 20 века, там, то ли во время Первой мировой, то ли до нее, то ли чуть-чуть после нее. Мне кажется, Вита там не будет, потому что Вита это уже времена Второй мировой. Вряд ли он будет. Разве что, может, там какой-нибудь таймскип произойдет в будущее, и вот там, может, они сделают такую прекрасную пасхалку, отсылку на вторую часть, и Виту где-то там тыкнут нам. Было бы приятно. Застал, но не зашел. Да, если ты про смуту, да, на нее вроде как никто не зашел, и это слава богу. Это один из немногих стримов, когда я был рад, что никто не пришел. Ну, там, собственно, этого стрима было где-то полчасика всего лишь. И мне этого хватило, чтобы выключить его. И удалить навсегда. Еще ни одной игры на канале не было такой, чтобы я просто удалил этот стрим и решил его закончить и удалить. Потому что это был просто кровь из глаз. Могу похвастаться, я прошел Days Gone на платину. Если нет, тогда просто поздравляю. Если да, тогда я буду удивлен, тогда я буду 1,5 раза более рад за тебя.
Значит, про отца Виту. А он был как-то связан с мафией. Нам про него вообще мало что рассказали. Ну, хотя, с другой стороны, какая мне разница? Нет. А сколько там не хватало тебе до платины? Много? Процентов достижений? Или немножко? Так, мы по традиции ложимся спать. Я на платину не собираюсь. Даже в будущем. Глава 5. Циркулярка. Это, наверное, последняя глава на сегодня у нас будет. Судя по времени. Привет. Джонни дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, в другой раз, котик. Пока. Это было нечто. Очень много. Ну тогда понимаю. Одно дело, когда чуть-чуть совсем остается до платины, и можно прям потерпеть, чтобы было красиво. А другое дело, когда очень много и вообще как-то становится пофиг на эту платину. Что там God of War? На стриме, если что, я подготовил этот самый каркаде, который уже давным-давно выпил. Кстати, с Новым годом, с прошедшим. Твою мать, дура баба! Но А я... ну вернись! Кто тебя за руль пустил? Не умеешь водить, сиди дома! Эй, это не девушка ли Джо вон там? Ну, одна из них. Сейчас будет драка. Я разобью твою! Посмотри на мою тачку! Эй, мужик, усохни. А ты вообще кто такой? Сторонник вежливого обращения с женщинами. Так что давай, заткнись и отвали, пока я в хорошем настроении. Она что, твоя девка, что ли? Ну так ты за нее тогда и плати! Еще слово, и будешь зубы вставлять комплектом. А теперь нахрен отсюда. Я предупреждал. Ух ты, как красиво. Спасибо, красавчик. За мной должок. Зайдешь ко мне в гости на пирожок? Пирожок. Да, спасибо, но... Слушай, мне надо идти. Тебе понравится, обещаю. Ну, я тогда поеду. До встречи. Магическим образом плюс $50. А, тут недалеко. Как же заносит. С ума сойти. Ой, я пропустил поворот. Засмотрелся. Привет, парень. Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой и Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш междусобойчик с ирландцами? Анекдот.
Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют? Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Но ты... ты говоришь про фрицев? Да, Ну, ха-ха-ха. знаешь, плохих парней. Хи-хи-хи. Я не это имел в виду. Понимаю? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. И сколько это? 5000 сносов. Это ж охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, Вот парни. ты где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил? Да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Жить! Пошли со мной. О других делах поговорим. Только что был такой Что за работа, деловой, Генри? Рассказывай. и моментально Нужно вся выбрать кое-кого. Это деловитость мой заказ, но испарилась. И это ваша работа. И кто везунчик? Один жердяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум! Завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри. Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросит. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено. Просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд. Дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, кореш. Эту миссию я помню, и вроде как это одна из моих любимых. Которая запомнилась хорошо. Я не хочу все эти орды зачищать. Так что дальше в будущем... В будущем тоже не будешь, ясно. Каркаде. Да. Ой, как далеко ехать. Когда можно музыку даже включить. И еще я начал проходить Far Cry 5. А чё так захотелось? Неожиданно даже как-то. Получается, после Days Gone у тебя пошел на очереди Far Cry 5? Интересно, почему выбрал Far Cry 5?
Блин, я так надеюсь, что вся вот эта вот музыка из радио не под авторскими правами, потому что я ее уже столько раз за сегодня включал. И сам, и не сам тоже. И если придется все это потом вырезать, то я просто застрелюсь. Сколько вырезать. Сколько за сегодня было минут. Но что-то у меня есть такое ощущение, что она действительно вся под авторскими правами. И мне придется с ума сходить просто потом после стрима. Форма авторские права. Да. Но столько уже сегодня было этой музыки, то на одну больше, на одну меньше. Тут уже без разницы. Я в начале стрима еще переживал слишком сильно. Теперь когда даже без меня игра сама там в некоторых моментах включала любую музыку, и ее нельзя было выключить, так что я уже плюнул на это. Получается, что да. Меня прислал Генри Томасино за своим заказом. Давай, заходи. Привет. Так значит, это про тебя Генри говорил, а? Ага. Добро его у тебя? Да, вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. 25 фунтов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. 3/4 мили прицельной стрельбы. Сверхнадежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Сайонара, крошка. Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь! Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? Нормандия, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. Операция «Хаски». Да? И в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе, ты десантник! Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. Награда есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого! Ну надо же, крест! Я тебе скажу, их не раздавали за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка, но... Это надолго. Лез через забор на обратном пути. Надо же, оставил глаз на ветке. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Слушай, мне правда пора. Ну ладно. Эй, да, кстати, я Гарри. Я Вито. Рад знакомству, Вито. Правда, рад. Если понадобится оружие, ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Надеюсь, ты на колесах, он тяжеловат. Ха, удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Пулемет в ящике. Боезапас в машине во дворе. 2000 патронов. Бери, все оплачено. Ну, спасибо игре, что они хотя бы продумали и пропустили вот этот долгий рассказ, долгий разговор между ними. Но когда встречаются две родственные души, то обсуждать что-то могут бесконечное время. Просто я понял, что прошел все Far Cry, кроме первой и второй части, но и всяких DLC. Но они не считаются. За исключением пятого и решил пройти. Ну тогда понятно. Для красоты, скажем, для галочки. И кстати, за 2 дня я уже убил 2 братьев Иосифа. Ну тут да, тут она небольшая. Все-таки 5-я часть. В сравнении с той же 6-й, например. Если даже просто на карту посмотреть, я помню карту из 6-й части, я просто офигел, какая она громадная. И в 5-й части, и
Насчет сюжетки там точно не могу сказать, сюжетка она длиннее или такая же, или меньше. Вот, если только на карту посмотреть, то уже разница заметна очень сильно. Напоминаю, что ранили чуть-чуть и отпустили, хотя по воле он дофига. Дофига пуль получает. На воле. Он никак не реагирует на это. Потом сразу восстанавливает. Но это мы опустим. Правильно? Вот так всегда. Где-то краешком надо зацепиться. Ну, опускай. Кажется, ты не понял шутки, ну да ладно. Чтобы зацепить игрока за игру, чтобы хотелось дальше проходить, чтобы сюжет там интриговал, персонажи, геймплей. Если в самом начале уже скукотей, что там говорить по дальнейшему. Вот опять. Извините. Какое совпадение? Понял. Как всегда. После какого-то моего происшествия всегда из ниоткуда появляются полицейские. Все? Лофта. А как все хорошо. Засмотрелся в чат. Как все хорошо, даже звуковое сопровождение мне понравилось, что дачу озвучивал актер, который озвучивал Джо Барбару. Подходящий, не правда ли? Да, совпадение. Очень в тему. В этот раз я лучше подожду. Два часа спустя.
Откуда ты, Генри? С Сицилии. О, кстати, может... Хотя нет. Что привело тебя в Штаты? Может, в новой игре Генри нам где-то запасалит, например. Или его Не отца. умничай, Джо. Или будет какой-то Мой там отец был таймскип тоже, как вариант. Человеком чести. Когда Раз он- Муссолини пришел к раз он власти, тоже дела с пошли Сицилии. плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Климента. А сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Вита, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готов. Ладно, я готов. Ладно, наш выход. У них пушки! Вон там, в том окне! Погнали. Все готовы! Хватит уже палить! Я и так оглох наполовину! Тут в любом случае по нему не попасть. Я захожу! Черт! Опять меня с двух выстрелов убивают. Ты просто супермен! Я да. Ладно, пошел, пошел! А то жердяй уйдет. Ты первый, Вита. Ты же у нас, блин, герой войны. Вперед, мы прикроем. Так, секунду. Скоро мы протестим все тачки в гараже Джо. Вдруг какая-то подойдет. То они все неповоротливые какие-то. Я уже там одну попробовал, но она еще хуже была, чем та, на которой мы ездим. Но она, собственно, и под летний вариант игры подходит больше, я так понял. Надо что-то такое под зиму. Не знаю, попробуем. Может еще какую-то. Либо такой интерфейс. Но еще мне в самом начале дали баг, где враг пропадал и снова появлялся после двух моих ударов. Забавно. Кстати, даже сейчас иногда дают баги. А ты, кстати, дошел уже до чизбургера? Легендарного нашего любимого. Идем за тобой, жердяй! Прикрой меня, Вита! Дошел? Ну и как он? Да я, к сожалению, так и не дошел. И очень об этом жалею. Что ты можешь? Вита, погнали! Секунду. И отсюда ни черта не видно. Черт! Осторожно! Стой, Вита, вперед! И освободил. Классный, он мне больше заходит. Но мне больше заходит бумер. Да. Я Странно. захожу! Дура! Сразу расхотелось с тобой ссориться. Ладно, Вита, поплыли. Живее, Вита, а то жердяй уйдет. Ты первый, Вита. Ты же у нас, блин, Вперед, мы идем прикроем. за тобой, жердяй.
Прикрой меня, Вита! Я прикрою, Вита, вперед! Ладно, Вита, поплыли. Сразу хотела с тобой ссориться. Вернулся! Давай! О, черт! Осторожно! Ладно, Вита, пошел! Не подходи ко мне! Ну, ты дрон! Что такое было? Ладно, Вита, поплыли. И это все, чем меня порадует. Кто-то попал. А теперь вся эта чертова клака сгорит дотла. Только бухла пропадет. Прикрой меня. Вита, мы идем или как? Давай, двигай. Давай, я захожу. Я лучше всех. Сразу хотела с тобой ссориться. О боже, нет! Прикрой, иди! Да, дрожись от страха! Я захожу! Уточку, Вита! Давай, жми кнопку, Вита! Уф. Я помню эту сцену с перестрелкой, там мужик еще с дробовиком будет. Я пить хочу. Клевая выпивка, попробуй. Пьем на работе, да? Когда это ты Ну стал это ломаться? прочитаешь после перестрелки, правильно. Я мучился от той перестрелки. А вот и мы. Прикрой меня, Вита. Ладно, Вита, поплыли. И это все, чем меня порадует. Кто-то попал. Попал. В порядке? Зашли с тыла, неплохо. Ну покажись. О, что, все? Не убивай! Не надо! У меня жена! Не надо! Раньше надо было думать о жене. Не делаю! Только не убивай! Ради бога! Привет от Дона Климента. Все! Ты гнида позорная! Генри, ты в порядке? Ладно. Куда ранил? Ни черта я, блин, не в порядке. Он прострелил мне ногу. Боже. Ого, да тут все в кровище. Мне надо к Эль Греко. Это художник? Нет, блин, доктор. Ладно, потерпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. О, Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься. Ой, вот этот момент я тоже хорошо помню. Да ладно тебе, даже близко не попал. С доставкой раненого Генри. Раненого Генри заказывали? Эй, осторожнее. Больно же. Будешь ныть, дальше сам пешком пойдешь. умирать. Ну и некогда сразу обижаться. Все гребаное заведение разваливается. Упс. Стреляй! Это я немножко не ожидал. Это художник? Урод жирный. Чуть яйца мне не отстрелил. Да ладно тебе, даже близко не попал. Эй, осторожно. Больно же. Я не хочу умирать. Пешком пойдешь. Ну и некогда сразу обижаться. Все гребаное заведение разваливается.
Красиво. 1, 2, 3. Быстрее! Огонь распространяется! Черт, я знал. 13 минут. Чертов ты! Вообще о чем, везучий? А вот и тачка. О боже. Черт. Сейчас на время будет сценка, там пипец полный сложный. Если я не доеду... Эй, не смей так говорить, приятель, просто царапина. Доктор быстро тебя заштопает, а потом мы пойдем и напьемся. Нет, правда. Тебе нельзя говорить, побереги силы. Я как-то видел это в кино. Да? И что стало с тем парнем? Видел в кино. Помер. Господи, ты водишь хуже моей бабушки! Господи! Вита, давай, эта штука что, быстрее не может? Черт возьми, еду как могу. Значит, плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка с мяч для гольфа, а ты не расслабься. Вези меня к Эль Греко, мать твою. Вита, дави на газ! Генри там потеет, как шлюха в церкви! Знаешь, что заставило бы меня ехать быстрее? Такой себе Ты! поворотец только что был. Так, парни, кто этот тип? Могло бы быть Которому мы красивее. Генри везем. Эль Греко? Врач он. Ты ему баксы, он тебя штопает. Художник. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу, гений. Не понимаю, чего в больницу-то не поехал. Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да, так что Эль Греко ребят вроде нас видит часто. Хотя тебе он вряд ли пригодится, Вита. На тебе все как на собаке заживает. Ну давай, Вита, такими темпами мы бы и пешком быстрее дошли. Эй, Генри, ты не спишь? Не теряй сознание. Да. Потерпи немного. Мы будем у Эль Греко через минуту. Я уже чую аромат сувлаки. Вот, кстати, мне интересно, кто-то там говорил, вот с Макадавит ролик, что они что мафию проходили по правилам. Вот мне интересно, вот эту миссию они тоже по правилам прям идеально проходили, когда надо на время прям срочно приехать к этому художнику. Эй, жми на газ, или Генри конец. Помрет, сам хоронить будешь. Например, даже на красный свет останавливались. Это мне не верится. Вита, Это, вон тот дом. это Прямо скорее всего, впереди. исключения просто были. Успели. Вы доктор Эль Греко? Нет, художник, блин. Нашему другу нужна помощь, он истекает кровью. Спасибо, доктор. Художник. Несите его в дом. Элода. Стой. Деньги свои возьми. За работу, вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Эй, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да, я тоже. Я останусь здесь. Зайди потом ко мне. Ладно. Плюс 2000. Вы набрали денег на оплату долга, отдайте их сестре. Сейчас поедем к сестре.
Ой-ой-ой, кондиции почти вошел в 360. Да я сам в шоке. Это моменты с художником заслуживают шортса. Ну, если все хорошо там сложится, то почему бы и нет? Ну, как бы Мафия 2, и тут, чтобы без шортсов обойтись, это было, наверное, почти невозможно. У меня было предвкушение, что вот где-где в Мафии шорты по-любому должны будут быть прикольные какие-то. Я пытался учиться норм водить, но я плохо водил. Я даже не пытаюсь. Что в GTA, что тут, вообще даже не пытаюсь. Заморачиваюсь. Игра точно, мне кажется, не про это, чтобы правильно водить. Не сюда. Вот сюда. Вито, привет! Как дела? Не-не-не, я просто принес деньги отдать отцовский долг. Ой, Вита, это здорово. Я хотела сама как-нибудь расплатиться по частям. У меня есть немного. Он нас не убьет. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Откуда у тебя столько денег, Вита? Ты ничего плохого не натворила? Не бойся, все в порядке. Спасибо, Вита. Спасибо. Не вопрос. Ладно, мне пора, не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно. Поцелуй ее за меня, Обязательно. хорошо? Береги себя, Вита. И сколько у нас осталось? Еще 1500. Вау. Вернитесь домой. И на этом, наверное, закончится эта глава. Если так оно и будет, то, наверное, будем закругляться на этом. Ой-о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 й. Нет, я лучше пешком. А то сейчас опять 2 метра проеду, полицейские увидят мои номера и начнется опять на полчаса погони. Тут пешком можно добежать быстрее и безопаснее. Когда вы заснете, начнется новая глава. А, ну вот, игра сама нам все говорит. Извините. Честно скажу, те игры, в которые ты играешь, получаются плохие шорты. Ну, я не выбираю специально такие игры, в которых будут хорошие шорты. Но как получается, так получается. Шортс — это не мой основной источник контента. Хотя при этом он мне больше всего эффекта дает на канал, но тем не менее. В первую очередь я выбираю те игры, которые именно на стримах мне будет приятно играть. Там в записи я смотрю по шортсам, выйдет ли что-то прикольное или нет. Давайте-ка перекусим, а то мы какие-то побитые. Оп. Зажило как на собаке. Нет, го еще одну, а? Глава 6. 6 глава, она какая, длинная или короткая? Хорошо проведенное время. А, это та глава, когда мы в тюрьму попадаем. Ну блин, сейчас если эта тюрьма начнется, то нет, это надолго. Тюрьму давайте оставим, значит, лучше на следующий раз. Это интересный контент тоже будет. Вита Скалетта? Вот с него лучше Да. начнем Что в следующий нужно? раз. Вы арестованы за незаконный оборот федеральных талонов на бензин. Пройдемте с нами. Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию, нашли маму и заставили рассказать, где я живу. Но на кого я работал, они не знали, а я не стал рассказывать.
Генри нашел мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Было бы куда хуже, если бы федералы знали о других моих художествах. Не просто хищение, но хищение стратегически важных ресурсов в военное время. Вы фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. 3 месяца спустя огласили приговор. Викторио Антонио Скалетто. За преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения свободы. Вот и закончилась зима в этой игре для нас. Федеральная тюрьма. Воры, убийцы, педофилы. Все они здесь. Худшие из худших. Так, в строй, джентльмены. Марш за мной по одному. И не валяйте дурака. Из-за чего наша сестра потом перестанет с нами общаться? Из-за того, что мы побили ее мужа? Вроде да. Что мы там слишком жестоко как-то поступим с ее мужем. Она будет просто в шоке от нас. Испугаются, подумают, что мы какие-то чудовища и перестанет общаться, все дела. Господи, что-то громко. Простите, я не могу. Я тебя могу. Тебе что нравится, придурок? Быстро! Стало вернуться в жирёт. Нет! Эй ты, умник! Не заставляй меня повторять! Шеренгу! Двигай! Стоять на месте, направо, на другое право. Другое право. Слушайте, кретины. Я капитан Террен Стоун, и это моя тюрьма. Вы попали сюда потому, что не умеете жить как нормальные люди на свободе. Запомните, уроды, я ваш хозяин. Делайте, что я сказал, или очень пожалеете. Я вам так натяну, до небес орать будете. Вас прислали на перевоспитание. И будьте уверены, мы вас перевоспитаем. Ладно, быдло. Мы вас спустим с поводка, но только чтобы грязь отмыть. Построились в шеренгу и за мной. Добро пожаловать в салон красоты, дамочки. Будете прям как милашки. Прям барбершоп. Эй, мне тоже? У меня там нечего стричь. Рот закрой, лысый. Каламбур. И у него усики. Никого не напоминает. Нет, Ладно, вообще никого. Поехали. Эй, мешок дерьма. Делай, что сказано. У него голова какая-то треугольная. Я прям вижу вот эти вот уголки заостренные с этой прической. Ну и графон, конечно. Слушай, красавчик, или делай, как сказано. И это типа ремастер такой, да? За мной.
Дом, милый дом. Лезь. Фу-фу-фу-фу-фу. Отбой! Чтоб тихо, урод! Боже, наконец-то стало потише, а то уже в ушах звон какой-то просто от этих шумов. Так, на чем я остановился? Честно скажу, те игры, которые ты играешь, так это я читал. Это я тоже читал. Вот по Бравл Старс, Майнкрафт, Стандофф. Предлагаешь по ним шорты делать. Но для этого надо сначала в них поиграть. Но играть в них я не планирую. Так что уж извините. Ну, у вас и предпочтение по играм. У каждому свое. Кто во что любит играть. Не осуждаем. У меня хорошие игры. Я же говорю, каждому свое. У каждого свои вкусы, у каждого свои желания. Интересны ему игры. Ничего не имеем против. Понимаю, что вы считаете, что они слишком малолетние. Я говорил про популярность. Но то, что да, популярные, это... Верно, да. То, что всякие вот как раз... что там сейчас? Roblox, Minecraft, тот же Бравл Старс, наверное, да. Но типа все популярные, но все-таки комьюнити основное у этих популярных игр далеко не взрослые. Это раз. А во-вторых, это надо, как я уже сказал, это... Господи, какая там крыса здоровенная под кроватью была. Ужас. Во-вторых, надо именно еще поиграть в эти игры на стримах, чтобы из них шорты потом делать. Я в это вообще не имею желания играть ни во что из этого. Да и не только это. Те же какие-то вот уже, скажем так, более взрослые категории, тоже очень популярные игры. Counter-Strike, Dota, Fortnite, Overwatch. Все вот эти вот коопные, естественно, очень популярные. Это тот же вот Тарков, о котором сегодня Смокодав ранее говорил. Тоже Тарков, который смотрят прям офигеть сколько народу, я еще говорил, на Твиче. И вот все это очень популярно, и я не удивлюсь, что там и, во-первых, было бы, наверное, побольше зрителей, и шорты с ними были бы поинтереснее. Но это же надо играть сначала в это. Играть не хочется. Это не по мне такие игры. То приходится вот делать шорты из того, что хочется играть, собственно. А играть хочется в основном что-то вот такое вот, в основном одиночные большие такие вот игры. Ну, тем не менее, даже по ним, я считаю, многие шорты были довольно-таки интересны. Хотя вот как раз таки по той же метели и Скулбою у нас получился самый популярный шортс, у которого комьюнити как раз таки в основном детей. Это я понял окончательно по комментариям, которые были под тем шортсом. Но все-таки и главное, что я понял после этого шортса, что как бы не был популярен этот шортс, вообще ничего не значит, что с этого шортса зрители на стримах прибавятся. Вот вообще не значит. Вот кто бы мог подумать. 16 тысяч подписчиков уже, 3 миллиона просмотров на шортсе, а зрителей как было 2 землекопа на стримах, так и осталось. Вот. Как такое может быть, да, правда? Кто бы мог подумать. Нелогично как будто. Можете посмотреть, какие сейчас популярные игры. Еще я вот знаю, слышал и видел немножко то, что популярные
Ну или уже не популярные, ну, по крайней мере, была на хайпе точно игра какая-то. Не помню, как она называется, про игру внутри игры. Может, вы по этому описанию уже поняли, что это за игра. Куплинов еще ее недавно тоже начал играть. Но я на всякий случай не смотрю, потому что мало ли, кто его знает, может быть, когда-нибудь вдруг мне что-нибудь приспичит. Про игру 3 игры? Она так называется? Нет, там еще девчонка в аниме стиле девчонка на картинке игры. Silent Hill? Не. Silent Hill мы уже стримили. Не зашло. Еще вот эта игра вроде как то ли есть до сих пор, то ли была на хайпе, но тоже по зрителям на Твиче я заметил, что немало так было. И писала, что новинка. Да, вот она. Не сайт. Правильно прочитал, надеюсь. Вот она. Так, там выше ничего не пропустил. В 2025 году «Зенит» для меня это... Я сам играю в Майнкрафт и Бравл Старс. Играешь? Или играл? И какие у него усики, это я читал. Не больно смотреть на скелет. Вот вы посмотрите на эту голову. Вы тоже видите вот эти вот острые углы? Вот эти треугольники. Треугольная голова, блин. Если не смотреть на лицо, то вид-то похож на узбека. Вы смотрите на лицо. Вот на лицо смотрите. Не смотрите на голову, на эту треугольную квадратную голову. Смотрите на лицо. Вот так. Нет, не предлагаю. И не по ним. Да, я не по ним. Я не люблю такие игры. Если я все еще не упустил суть разговора, то я уже могу переключаться с одного на другое, на третье, на пятое. И мы все еще говорим о тех играх, которые я перечислил, то да, эти игры не по мне. И Бравл Старс с Майнкрафтом, это тоже все не по мне. Даже в Майнкрафт не собираюсь проходить, нет. Может, один какой-нибудь стримец чисто поностальгировать, как в далекие времена, когда ты играл активно, сейчас уже 100 лет как не играю, поностальгировать немножко. Ну, опять-таки, куча детей набежит, может, как было с метелью. И на этом все. Поэтому проходить точно не собираюсь. Максимум один стримит точно не в ближайшее время. Там же тем более этот Майнкрафт, он уже вообще не такой, каким он был в те времена, когда я его проходил. Там уже какие-то переделанные Майнкрафты, уже вообще на Майнкрафт не похожие, только отдаленно. Что-то там понавыходило, я уже вообще молчу, что из него там могли сделать. Потому что я вообще не слежу. Вообще не слежу. Форма, у вас нет микрофона? В смысле? В смысле? Прием. Боже, нет. Чего меня пугаете? Я уже капец как испугался, что я все это время столько бубню. И если бы все это время я сам с собой тут разговаривал, и микрофон был бы выключен, я бы уже, если честно, не захотел все это заново пересказывать, еще раз все это говорить. А иногда такое бывает. Были уже моменты, когда я много говорил, а потом оказалось, что я сам с собой это все говорил. Но благо тогда это вроде немного я наговорила, и можно было спокойно повторить. В смысле у вас нет микрофона?
А во что я говорю? Ну, и если вы имеете в виду отдельный микрофон, да, нет, пока что. Только вот гарнитура. Наушники с микрофоном. Отдельного микрофона, который вот ставится на стол там или на вот эту вот палку вешается, такого пока нет. Пока что. Про игру, так это я читал. Silent Hill не читал. Мисайт. Ага. Ну, играю сейчас, но очень мало. Так это про Бравл Старс и Майнкрафт. Писал, тоже прикольная игра. Мисайт. Вот у нее, наверное, больше шансов, что я когда-то в нее попробую постримить, чем у какого-нибудь Майнкрафта и тому подобное. Потому что, во-первых, она сейчас новинка, она на хайпе реально. Ну и судя по тому, что я краем глаза там увидел, это же еще вроде хоррор какой-то с русской озвучкой, хотя и страшный в плохом смысле слова. Но хоть какой-то интерес узнать, что там за сюжет, если он нормальный хотя бы, то почему бы и нет. Ну раз уж игра на хайпе, что-то там должно быть интересное. Наверное. Ну, форум сейчас на кого из стримеров не посмотри, то у всех практически только дети. Ну, знаешь, лучше... В пример привожу, например, ту же Еленушку, например. Ну, что лучше, пусть меньше подписчиков, меньше всего вот это вот движухи на канале, но лучше вот именно постоянных зрителей, которые адекватные, которые нормальные, которые часто заходят, и вот и лучше вот их немножко, но вот они такие есть, чем вот целая толпа народу на тебя подписалась, вроде комментарии есть, вроде да, супер-пупер, но на стриме, если кто-то и заходил, то они какую-то ересь напишут и уходят моментально, либо в комментариях ересь какую-то напишут, но сразу видно, что дети, собственно. С такими какой-то диалог интересный в чате не проведешь, как вот сейчас мы, например, общаемся. С ними особо так не поболтаешь. Так что я предлагаю, не предлагаю, господи, как это слово, господи, вылетело из головы. Я предпочитаю, что лучше качество и немного, чем количество народу на стриме и на канале, ну, они что есть, что их нет. У вас какой-то микрофон странный, не как у всех. Согласен. А не как у всех это у кого? Потому что сравнивать меня с какими-нибудь популярными блогерами, стримерами, у которых уже изначально офигенные микрофоны были и есть, то это я не советую так сравнивать, потому что это определенно будет со стороны казаться странным. У меня гарнитура, наушники в основном, собственно, это наушники, поэтому смысл их это в звуке, а не в микрофоне. Поэтому звук в этих наушниках офигенный, а вот микрофон не идеальный, не очень, скажем так. Что поэтому в каком-то там будущем планах нормальный микрофон отдельный уже, чтобы отдельно офигенный звук был и отдельно офигенный микрофон. Форум, вы хотите... Ты до сих пор со мной на вы? Серьезно? Тролликс, что первый день на канале? Что за вы? Не что, 40 лет что ли? Хотите, чтобы вас смотрели взрослые? Ну, взрослые не значит, чтобы какие-то бабушки, дедушки. Взрослые в смысле того, чтобы диалог можно было вести с этими людьми, чтобы пообщаться можно было нормально. Но ты же не пообщаешься нормально с 7-летним или того меньше
ребенком. Что ты с ним пообсуждаешь? Как у него дела в школе? Какое ему домашнее задание задали? Или что? Ну просто в Бравл Старсе сейчас тоже очень много детей и плохое комьюнити. Так я начал играть в нее еще в 2018 году. Я тоже в него играл. На самом выходе, наверное. Еще до выхода, я помню. Так ждал его, а потом, когда он вышел, я немножко в него поиграл и что-то передумал. А так ждал. И так быстро забросил. Так что я хоть что-то там помню, что там, как там. А насчет плохого комьюнити, это, наверное, самое легендарное в таких вот подобных популярных играх. Самое яркое и самое, наверное, такое легендарное, это тот же CS или Dota с ихними такими вот шутками про мамку и тому подобное. Но я думаю, вы все об этом наслышаны. Эти токсичные комьюнити — это самый главный минус того, почему я не хочу во что-то подобное играть. Я, в принципе, коопная с любыми людьми не очень люблю играть. За редкими исключениями. Но в такие токсичные комьюнити, где просто зайдешь к кому-нибудь побегать, а потом окажется, что это такая еще мерзкая тварь с тобой там в компаньонах, которую просто хочется забанить через 2 секунды уже. И уйти отсюда навсегда. Форма, сколько у вас мониторов? 1. Отдельный. Но ноутбук считается? Наверное, считается. Но ноутбук, на котором OBS и чат, и монитор, на котором игра. Пока что. Но планируется еще 1. Не знаю тоже в каком будущем. Много чего планируется, короче. Даже вебка планируется, но она, наверное, в самую последнюю очередь. И очень не скоро. Очень не скоро. Максимально не скоро. Но планируется. Как бы Twitch и YouTube не для общений, конечно. Но тем не менее, вот мы уже сколько, 20 минут, наверное, просто смотрим на лицо Виту и общаемся нормально так, при том, что нас всего 3. Давненько такого не было, если честно, у меня на канале, чтобы просто вот так вот не играть игру, а сидеть болтать. Я как бы уже планировал заканчивать, закругляться, а то уже 3 часа было с половиной, мы уже 3 часа 45 минут сидим уже. Уже больше, чем 3,5 пришло, и все еще болтаем. А что, сидим? Для меня вообще не имеет значения, что она не для общения. YouTube и Twitch не для общения, а для игр или тому подобное. Хотя на том же Твиче, например, есть отдельная категория даже Just Chatting. Это подразумевает собой как раз категория, где люди общаются, например, что-то показывают, рассказывают и так далее. Почему не для общения? Ну, Форм, ты еще не говорил, сколько тебе лет. Это не относится никак к этому, к моему окружению всяческой техники и тому подобному. То, что я говорю, микрофон планируется, монитор планируется, PlayStation 5 планируется, обновление кресла планируется. Насчет наушников, наверное, нет. Меня эти устраивают, ноутбук тем более. Вебка, как я сказал, планируется. Вот это вот все, что меня тут окружает, мои типа стримерской, какое понтовое слово. Я стримерская, вау. Вот то, что тут планируется, что я бы тут себе намутил еще бы.
А то, что там сказать сколько лет, это к этому вообще не относится. Это уже в сторону немножко другого относится. Понял вас. Ну, Clash Royale всегда будет лучше. А как же Clash of Clans? Это же прародитель Clash Royale. Или что там еще раньше было? Еще что-то раньше я, наверное, уже даже не играл. Самое первое, что я помню вообще, самое старое, во что я играл, это Clash of Clans. Clash of Clans. В самом начале школы, наверное, где-то. Еще раньше бумбы, даже такого не знаю. Я говорю, самое раннее, что я помню и что я играл очень давно, самое первое, наверное, это вот в самой ранней школе, это Clash of Clans. Потом уже Clash Royale, потом уже Бравл Старс, Майнкрафт, и вот это вот все пошло-поехало. Времена школы. Ну вот Clash Royale именно больше всего, наверное, я играл. Больше, чем Майнкрафт и всему подобному. Именно в Clash Royale был момент, когда я просто задротил капитально. Прям турниры, прям гильдии, или не гильдии, там кланы были, прям вот настолько заморачивался там с этим всем, прям мне тогда очень нравилось. Вебка, так я уже не раз говорил. Не раз говорил, что планируется. Просто очень не скоро. Считайте, что это никогда. Оно как бы, да, ну почти что никогда. Это такая очень, очень тонкая грань между словом никогда и планируется, но не скоро. Очень не скоро. Вот. Где-то посередине вот тут вот. Почти что никогда. Может где-то через 50 лет. Я удивлен. На Твиче есть как будто все категории. Да даже на Ютубе я вроде видел, там есть категории общения. Вот когда вот я вставляю, ну собственно как так и называется категория, такая игра, там еще можно перед этим выбрать категории. Вот у меня выставлена категория игры. Игра Мафия 2. Там можно выбрать категории не игры, а категория там спорт, кино, общение вроде как тоже там было. Природа и так далее, и так далее. Ну и на Твиче тоже такое есть. Так что и на Ютубе можно там устраивать всякие вот эти штуки. В чем проблема? Я не шарю за Твич. Я тоже не шарю за Твич. Прям полноценно. Вот что-что, а, например, за какой-нибудь Трова тем более не шарю. На Твиче хоть что-то там, ладно. Хоть что-то шарю, но и то на любительском таком уровне. Вот на каком-нибудь Трова там, ДК и еще какие там площадки стримерские, и не только стримерские. Вот там я вообще ноль. Просто ноль. Даже там, где просто спят. Кстати, да, спать, кукинг стримы, где самые легендарные. Ну, у меня такое не планируется тоже. Не планируется. Всякие вот эти вот сонные стримы, кукинг стримы, прочие стримы. Но есть такие умники, которые промышляют таким. Это соцсети, очевидно, не для общения. Прочее общение людей. Ну вот, я же говорю. Да, это не какой-нибудь там Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, Вайбер, где именно больше и для стримеров, наверное, хотя и там немножко некоторых из этих соцсетей можно и постримить, но вот именно там, наверное, больше именно для общения. Но и тут свое есть, тут никто не запрещает и не ограничивает. Нет, ты просто сказал, что можно не общаться на «вы». И тебе не 40 лет, вот я и написал. А, ну так
Тролликс уже не раз ко мне и на ты общался. Просто как будто сейчас у меня маленькое подозрение было, что на аккаунт Тролликса кто-то другой просто зашел и впервые у меня на канале. Такой расспрашивает, что-то рассказывает. Но это же Тролликс, он уже давным-давно на канале. И... Ой, манера общения как будто впервые сегодня ко мне зашел. Это не то чтобы минус, просто была такая мимолетная мыслишка на секундочку, что кто-то другой с его аккаунта зашел. А насчет сколько лет, кстати, да, не говорил до сих пор. И это, наверное, одна из до сих пор интриг на моем канале, которые я буду хранить пока что. Пока вебка не появится, наверное, и уже на вебке все будет и так видно. Наверное. Или не будет видно. Смотря кто как разберет. Я уже сказал, что это будет лет так через 50. А я уже там 100 тысяч раз поменяюсь. А там Hate Day, тоже не знаю, что это такое. Какая у тебя была арена? Максимальная? Ну, собственно, максимальная. Самая максимальная. На тот момент. Там же после этого еще миллиард этих всяких арен выходил. Масса идти. У меня был свой клан. У меня была куча своего всякого народа. Было общение офигенное. О, это были времена. Офигенные это были времена, короче. Лучше, чем времена Майнкрафта. Хотя и в Майнкрафте были там времена, когда у нас целый класс в него играл. Но вот Clash Royale это офигенные. Куда сильнее времена. И любимая легендарка. Любимая легендарка вот на данный момент сложно мне, наверное, об этом судить. Вот если просто вспомнить, который я больше всего играл. Ой боже, я там уже почти никаких не помню, этих самых легендарок даже. Более какой я больше всего играл. Самое мемное это, естественно, для меня было бревно. Бревно и легендарка. Для меня это всегда было что-то шоком каким-то. Как бревно может быть легендарным. Вот именно прям без шуток. Я вот не помню. Я реально вот не помню, какие там вообще были легендарки. Вот только на пальцах можно пересчитать, какие я помню, реально. Помню, призрак король был какой-то там. Ведьма какая-то легендарная была. Бревно, собственно. Все. Я больше не помню, какие там еще. Прям смутно помню, какие там еще легендарки были. Я вообще ничего не помню. Ой, короче, что мы начали Clash Royale обсуждать, алло. Что началось-то? Это надолго сейчас. Ностальгия начнется. Так, секунду. Если что, это я альтабаюсь, когда игра пропадает, не пугайтесь. Именно в Мафии 2 почему-то так происходит, что черный экран становится, когда я альтабаюсь. О, великий тролл, я помню, как ты там стримил чуть-чуть, да, даже с этими, с перерывами с Твичом, чередовали мы, то Твич, то от тролла, то Твич, то тролла. Было время, было. Совсем чуть-чуть, капельку. Мне не понравилось. Я уже много раз говорил, не понравилось. Там столько всего непонятного. Я с Твичом и то не до конца до сих пор разобрался. Что есть некоторые моменты, которые я в Твиче не понимаю. А там столько всякой фигни. Всякие награды и баллы, подарки. Я там с первых минут уже с ума сходил.
Офигеть, я нашел у форума стрим, и он самый первый по The War of Mine. Ага. А как думаешь, почему я тебе ее посоветовал? Потому что это такая офигенная игра, которую я играл много раз. И в том числе, да, в том числе у меня самый первый стрим был именно по ней. Пойду посмотрю после этого. Без проблем тогда. Рекомендую. И еще там, кроме этих 3 первых, там еще был у нас 4-й стрим. Но там вроде в плейлисте он тоже есть. Должен быть, по крайней мере. Которыми там спустя год или даже больше вернулись еще раз к The War of Mine. Поностальгировать и еще там один стримец в него поиграли. Можешь тоже глянуть, раз уж тебя настолько зацепило. Кстати, Эмикс, видишь, тут я человеку порекомендовал The War of Mine, и его так зацепило, что прям очень сильно зацепило. Так что к нашему полку прибыло. У нас новый коллега, любитель по The War of Mine. Я его заразил. Правда, он только телефонный играет. Нет, это я форум. Все тогда. Моя теория разрушена. Кстати, форум немного информации по зайчику. Я смотрю, тут у меня уже на ютубе не полностью сообщение написано. Я захожу на Twitch, на Твиче вообще этого сообщения нет. Так что на всякий случай заранее скажу, что напиши еще раз вторую половину где-то после середины этого сообщения еще раз, пока я буду это зачитывать. Чтобы пока я его зачитывал, то там в будущем, в будущем в смысле там где-то внизу чата, пока я до вас дойду, чтобы продолжение было. А то я пока буду спускаться к вам там в чат, все ниже, ниже, вы все будете еще больше писать и писать. Боже, как я соскучился за такими временами, когда чат не останавливается. Много информации по зайчику. В своем ТГК они написали, что в первом эпизоде у них было 4500 строчек года, во втором 14500, в третьем 10 тысяч, в четвертом 20 тысяч, а в пятом... И тут у меня 3 точки, и сообщение заканчивается. На самом интересном месте, ну, как обычно. А в пятом... Смотрите в следующей серии, как говорится. Роикс, я был уже на втором стриме форума. Ой, начинается. Начинается понтовство. Да, Эбикс с тех самых первых стримов нам пожаловал. А именно со второго. Так, немного подвинем чат. Лучница? Не помню, что за лучница, что она, кто она и что она. Ну, бревнышко имба. Да. Дровосек. О, да, дровосек, точно, да. Вспомнил еще такую легендарку. Вот один из любимых легендарок, наверное, как раз дровосек. Блин, это надо просто весь список легендарок глянуть, и тогда я точно вспомню, какой я чаще всего играл. Мне сейчас не до этого смотреть, гуглить там эти легендарки, там еще новых понавыходило миллион. Или тут сидеть гадать, вспоминать тоже вообще лень. Спарки. Спарки. Это вот та гигантская электрическая машина, если я правильно помню. Если это она, то нет, точно не она. Я ей очень редко пользовался. Ненавистный мега-рыцарь. Не помню такого. Тут еще есть грань, наверное, где я закончил уже играть, и после которого там нововышедшие легендарки, которых я уже не знаю в принципе, я их никогда не видел. И те легендарки, которые я просто забыл, что они такое, и кто они, и что они. Кстати, можете мне объяснить, чем отличается IRL стрим от Just Chatting? Это не по адресу. Это не ко мне, это к этим популярным твичевским стримерам, которые стримят только Just Chatting'овые стримы, которых тысячи, а то и десятки тысяч просмотров.
и зрителей в прямом эфире, которые как раз не игры стримят, как я, а просто влоги там, просто сидят, болтают с чатом, разговорные стримы, вот это вот все. Это у них надо спрашивать. Я тут маленький стример-геймер, который игры стримит в основном. У меня за все время существования канала было всего лишь 2,5 разговорных чисто стрима. Это дни рожденский и годовщины. Все. Где мы именно разговаривали. Без игр. Все. Остальное время мы просто игры стримим. Это мой основной контент. Им я занимаюсь на стримах. Без всяких там блогов, подкастов, just чатинга вот этого вашего. Громовержец еще был. Тоже не помню. А хотя нет, помню. Это такой усатый, бородатый, весь электрический, такой офигенной прической. Да, тогда я помню, кто это. Но нет, тоже не самое любимое. Вот Дровосек это уже приближенно, наверное, к любимым. Ну и то не к любимым, а к тем, которые я чаще всех пользовался. Ну или, по крайней мере, какое-то время. Вот Дровосеком, да, я помню, пользовался частенько. Бревном даже в какие-то моменты. Хотя для меня это более какая-то мемная легендарка была, чем серьезная. Вот те же Спарки, Громовержец, Ведьма. Ими всеми я редко пользовался. Так, еще ниже чат. Так, ну форум, ты прям оратор. Так, комплимент. Я прям кондиции зацепила. В каком смысле? На телефоне тоже нормально. Там сейчас играю в него на телефоне. Еще один. Rolex, у нас тут компашка собралась неплохая так. Любители This War of Mine. Макадав, ты еще с нами? Не хочешь тоже компанию к нам? Знаешь, что это за игра вообще? Может тоже тебе порекомендовать, и тебе тоже зацепит, как и Тролликса. Она есть как и на телефонах, так и на ПК. Это инди-игра, она жесткого железа не требует, если что, вдруг ни на что не намекаю. Это не реклама. Нет. Кода, а в пятом уже более 30 тысяч. Поднялись тогда. Прям хайпуют, тянут интригу по полной, насколько могут. Кстати, MX, как за кого, собственно, за This War of Mine опять играешь? На каком моменте? Или может сюжетку играешь? Или может собственный этот самый создал? Тролликс, я же тебе еще не говорил, может ты не знаешь, там же самому можно создать свою игру, типа своих персонажей выбрать, свои локации повыбирать. Это, наверное, тоже от версии зависит. Или нет, или да. Ну, короче, есть там такое. И за детей там можно играть. Тоже в каких-то версиях там это открывалось. А Саша Феникс с первого? Да, Саша Феникс с первого. Еленушка Дракула с первого. И еще кто-то вроде с первого был. То ли Юся, то ли еще кто-то.
Но именно с первого по The Sword of Mine. А если с самого первого, который был еще до The Sword of Mine, который был еще где-то то ли в 20-м, то ли в 21-м году по Гвинту, это был самый первый стрим. Ну там, короче, те же самые люди. Саша Феникс, Еленушка Дракула, Юся, Вадя. И еще, может, кто-то один. И все. Мне пока топ тоже. О. Заинтересовали. Обращайтесь, если что. За рекомендациями. Только я не помню, он Лёша или нет. Кто Лёша? Какой Лёша? Кто Лёша? Нет, Лёш. Каких вроде и рыцарь. Так, я некоторыми моментами, местами уже начинаю терять суть разговора, а то темы постоянно меняются. Так что не удивляйтесь, что я буду переспрашивать или уточнять, о чем вы говорите. Потому что пока я до вас дойду, из чата вы уже еще там понаписываете других тем. Я еще 10 раз буду тут перекручиваться, переворачиваться. Темы на тему. Лучница — это та, которая бьет башню за пределами ее атаки. А, все, да, вспомнил. Вспомнил, но нет. Тоже нелюбимая. Я все вспоминаю, которой я чаще всего пользовался прям. Такая была точно, помню. И не одна вроде, которая в каждой колоде прям. О, еще Шахтера вспомнил, кстати, вот. Шахтера вспомнил, но нет тоже. Тоже не из тех легендарных, которые прям часто. Да, Спарки — это та самая машина. Ну нет, это одна из моих нелюбимых, наверное, легендарок. Медленная, которую 100 раз убьешь, пока она доползет до башни. Но при этом урон, конечно, хороший, но медленный. Я даже что-то помню, боже мой. Мини-пека вроде редкий, а пека точно эпик. Пеки я помню, да, мини-пека редкие, да. Пека эпик, да. Или мини-пека тоже эпик. Нет, мини-пека не... Ну, короче. Не важно. Давно в Clash не играл. Блин, мы сейчас такими темпами обсуждаемся, и мне захочется поностальгировать в Clash поиграть. Старыми колодами. У меня еще аккаунт, наверное, сохранился до сих пор. Представьте себе, со школьных времен сохранился аккаунт. Скорее всего, это не точно, но скорее всего. Ну как это стримить, хотя вряд ли бы я это стримил, максимум для себя бы поиграл. Форм не устал? Не. Для меня что, думаешь, впервые вот так вот сидеть долго болтать? Ты еще не видел мои стримы по 9, по 6 часов? Хо-хо-хо-хо. Вот там, когда мы сидели до 4 утра, вот там я уже уставал, да. Притом мы там тоже большую часть времени болтали, а не в игру играли. Еще ледяной маг. Во, точно вспомнил, еще ледяного мага вспомнил. Ну нет, это, наверное, наравне со спарками. Легендарка, которую я очень редко пользовал. У меня есть такие легендарки, которые я время от времени пользовался ими. Такие как вот Дровосек, Громовержец, Лучница, Шахтер. Вот такие легендарки, я ими помню, что пользовался время от времени. А вот такие как Спарки, вот этот ледяной маг, ими нет. Вот ведьма, вот ими я пользовался мега редко. Почти не пользовался. Ну и бревно. Бревно — это вообще 4-я категория мем для меня. Это комплимент. Ой, спасибо, как приятно. Что? Кого? О, Смокодав еще с нами. Ты там как? В мафию играешь? Иди в сталкер уже. Или во что-то третье уже. Мы тут уже не играем, а просто болтаем. Шо, кого?
Я играю мафию, развожу талоны. О. Ты скоро уже такими темпами меня перегонишь по игре, по сюжетке. Я сижу в тюрьме. В прямом смысле. Вот. Стою, сижу в тюрьме. Виту стоит, точнее. Я болтаю. Еще пламенный дракон. Да. Это который улучшенная версия обычного дракончика, который пуляет огненными шарами. Это дракон, который с бронешлемом, который именно лазером чуть ли не каким-то пуляет. Тоже напомнил, тоже такого помню. Но тоже, наверное, категорию время от времени. Мы уже определились. Есть 3 категории, которые пока что для нас первая категория, которую я чаще всех пользовался, прям в каждой колоде, но такой мы пока еще ни одной не вспомнили. Вторая категория, которой время от времени пользовался, и третья категория, которыми я прям совсем не пользовался почти. Вот этот дракончик во вторую категорию, который время от времени пользовался, но не то чтобы часто. Бандитка, шахтер, кладбище, лучник и адская гончая. Адская гончая не помню вообще. Лучник вспомнил, который как пулемет лук этими стрелами пуляет. Это тоже в третью категорию лучник, я мало пользовался. Гончую, как сказал, не помню. Бандитка помню. Вот бандитка, наверное, во вторую категорию, наравне с лесником. Вот лесник и бандитка, это, наверное, пока что вот приближенный к первой категории. Но все-таки не в каждой колоде они у меня были, но приближенные. Вот я помню, что я очень часто играл в бандиткой и дровосеком в свое время. Мы реально обсуждаем сейчас по полной Clash Royale. Кто-то, кто в записи будет смотреть, просто офигеет. Еще всадница на баране. Такой не помню. Такая, мне кажется, уже вышла после того, когда я начал играть. Когда закончил уже играть. Я помню только этого всадника на кабане, который редкий. Вот это, наверное, самая моя любимая. Не легендарка, он редкий вроде был, даже не эпический. Вот им я прям мега часто играл, не знаю почему. Вот именно из редких карт. Той же Пеккой, я помню, мало играл. Разве что на самом начале. Что эпической, что маленькой. Кстати, кладбище. Кладбище помню, но кладбище это тоже в третью категорию, тоже мало им играл. Я уже знаю. Это насчет... Все понял, про что ты. Ну ты же говорил, да, что ты там начал смотреть уже всякие эти подсказки, советы в интернете. Тогда ты там уже все самое полезное уже там увидел. Тут уже нечего тебе еще что-то советовать. Сейчас играю за Катю, Бруно и Павла. Ну то есть тот самый набор, за который я играл на своих самых первых стримах. Да, вроде как я как раз за этот набор и играл. Катя, Бруно, Павла. Вроде он. То есть классический набор. Да. Тот самый с моего первого стрима. Того самого. Форум 2 раза прошел за War of Mine. Ты? Поздравляю тогда. За 2 разных сценария? Там этих сценариев полным-полно. И после каждого прохождения вроде как должен открываться все новый и новый. С новым набором персонажей, там
по-другому будет сама игра идти. Там еще какие-то более хардкорные сценарии будут, где зима будет начинаться чуть ли не в самом начале игры. Вот это будет сложно. Рекомендую попробовать. Если ты прям будешь считать себя прям хорошим игроком, хотя ты только недавно начал, но мало ли, захочешь чего-то посложнее. Там какой-то сценарий потом откроется. После парочки прохождений, где будет зима, прям в самом начале почти, вот это будет непросто. Я прошел трудную жизу. Но игра сама по себе, в принципе, нелегкая. Многие, если вот подобное ничего не играли, и им лень как-то с этим разбираться, и за первое прохождение у них ничего не получилось, они просто психуют и бросают ее, и никогда не возвращаются. Это те, кто вот потом не сдаются, кто перепроходит, продолжает, пытается, вот каждый раз вот, пытается выжить, пережить зиму, и так далее, и так далее. Тем со временем игра прям западает в душу, как у меня получилось, что я теперь ее чуть ли не каждый год буду перепроходить. Ну, не перепроходить, а хотя бы поигрывать. Может, даже на стримах. Так, еще что-то пустить немного. Масса идти, а я дочитаю до него сегодня или нет? Ну, Шахтер уже давно пофиксили, и он теперь фу. Ой, ну я сказать, что я удивлен, это вообще ничего не сказать. То, что там уже 100 миллиардов раз все понерфили, перенерфили, понавыходило новых карт, подобавлялось новых арен, подобавлялось новых режимов, попеределывалось. Я в это не играл уже, елки-палки, сколько лет. И не интересовался, и не следил за тем вообще. Что для меня это вообще не секрет, не новость. Удивительно, что там уже все вообще не такое, как было в те времена. В те бородатые далекие времена. Аналогично с Майнкрафтом и Clash of Clans и тому подобное. Те игры, которые были тогда, и то, что стало с ними сейчас, это, можно сказать, вообще другие игры. Вам уже, наверное, надоело смотреть на Виту. Меняю вам ракурс хотя бы. Смотрите на решетку. Такое себе, конечно, понимаю, да, но я бы другой пейзаж. Нужно вообще в стену смотреть. Что сыграл за Катю? Бруно Марка. Да, помню тоже такой режим. Выжил все-таки. А кто у тебя приходил четвертым во всех твоих прохождениях? Это рандом как бы, и может прийти кто-то полезный, с полезными способностями. Может прийти какая-нибудь Света, Антон, бабушка, дедушка, которые бесполезные. Абсолютно только кормить их лишний рот. Ой, это я что-то перескочил. Это сообщение слишком далеко. А еще Спарки, Контрит, Громовержец и мини-генератор. Ой, ну ты серьезно, ты мне сейчас будешь новую мету рассказывать? Это не надо. А то мы такими темпами реально доберемся до того, что мне захочется поностальгировать. И это не надо, не провоцируйте меня. Искра, ребенок, Криста отец, концовка самая плохая, Криста умер, а дочь, мать плакала. Ну, не без этого. И у меня такое было, что кто-то погибал, и на 4-м стриме, собственно, так и получилось. Да и на первых 3 стримах у меня вроде там тоже кто-то погибал, даже на стримах.
Это когда я вне стримов играл, у меня бывали моменты, когда прям идеально все получалось, все выживали, все довольны, все счастливы. Ну и на первых временах, когда только знакомишься с игрой, бывало такое, что все погибали, и все было очень плохо. Или многие погибали. Не, мини-пека точно не эпик. Но ледяной это саппорт отличный. Может, я уже не помню его не таким каким-то, или может его поменяли. Неважно. Но точно не атака и деф. Я помню, что он просто кидал ледышку и замедлял врагов. Если это считается саппортом, что он замедляет всех остальных, то я правильно помню. Но еще я помню то, что его очень быстро можно было убить. И поэтому я за него не играл. Что точно я помню, это то, что лучница меня часто бесила. Потому что, как мы знаем, она там станет, до нее башня не достреливает. Но при этом будет тебя очень сильно на себя отвлекать внимание, чтобы срочно на нее кого-то отправить. Потому что будет стоять и будет долбить. Очень неприятно. Еще сыграл за Катю Бруно Марка, так это я читал. Сильно улучшенный. Вот я опять потерял нити разговора. Честно скажу, игра для пацифистов. Но я не такой. Для пацифистов игра. Ну, может быть, немножко, да. Я там только килял. Что делал? Все, устал. Передых и сталкер, что ли? Правильно. Правильно. Я тебя, кстати, спрашивал, Эмикс, когда звал тебя в прошлый раз, с нами ты ли еще, играл ли ты в The Sword of Mine? Не знаешь ли ты, что это за игра? Может, тебя тоже заинтересуем? Потому что вот Тролликс присоединился в нашу группу. Добро пожаловать. Как там говорилось? Господи, этот мем просто легендарный, сумасшедший. Только на английском. И короче, не важно. Эти ваши гачи-мучи, которые... Там мем, который какой-то был Welcome to Party. Может, и тебя заинтересуем этой игрой, тоже понравится, как вот Тролликса. Ну или может ты уже знал и играл и так далее. Точно не помнишь Мега Рыцаря, Мега Найта, Мега... Никого из этих Мега я не помню. Зато все они Мега. Наверное, значит, что они все крутые, но никого из этих Мега я не помню вот вообще. Я помню двоих рыцарей. Один, который в золотых доспехах, и другой, который черный рыцарь, в темных доспехах. Которые просто на таран бежали. Нет, один бежал на таран на башню, а второй с дубинкой бежал просто на всех. Может, кто-то из них легендаркой был, и кто-то из них, может, этот Мега, или может про другого какого-то рыцаря. Я только этих двух рыцарей помню. Капец, у тебя очередь. Это да. Умеешь ты тянуть базар? Стараюсь. Ну, потому что я мог бы сейчас по-быстрому зачитывать все ваши сообщения, чтобы очень быстро добежать до конца, и все, и на этом я бы сказал, все, я чат дочитал, давайте закругляться, всем пока, стрим закончен. А могу растягивать удовольствие, не спеша зачитывать ваши сообщения. Вот я все никак не могу до вас до конца дойти, потому что пока я тут обсуждаю одну тему, одно сообщение, отвечаю на него, вы там еще понаписываете 5.
Я же говорю, такого у меня не было уже давным-давно, поэтому ну дайте понаслаждаться, господи. Кто знает, когда еще такое будет. Раньше такое было часто, когда вот мы просто до поздней ночи сидели болтали. На игру вообще было пофиг, игра там фоном стоит, просто играли, просто говорили с чатом. Такого не было уже 100 лет. Дайте понаслаждаться. Адская гончая, это та, которая сначала жирная и бьет... А, все, да, вспомнил, вот видишь? Напомнил, да, помню такую. Которая сначала большая, а потом раскидывается на много маленьких. Нет, это легендарка попадает в третью категорию, которой я пользовался очень мало. Только в самом начале игры я ею пользовался, а потом все. Потом я забросил ее, потому что не понравилась. Она очень медленная, да, она жирная, но очень медленная, пока она хоть куда-нибудь долетит. На несколько маленьких, да, и бьют по всем объектам. Да, помню такое. Теперь вспомнил. На затылок. Ладно, не хотите на затылок смотреть, смотрите. Хотите вот сюда смотреть? Блин, вот тут был какой-то раньше постер был. Вот, если бы было бы неплохо. Смотрите на лоб. Не знаю. Нет, смотрите дальше на затылок, короче. Смотрите на эту треугольную прическу и дальше. Она же такая великолепная. Так. Да, много за эти две концовки проходил. Антон. Это я опять что-то потерял. Путь. Это еще старая мета. Мета и я это что-то очень несовместимое уже. Чтобы я там замет. Я и в те времена замету, не то чтобы сильно, наверное, шарил, потому что я тогда играл не то чтобы мега профессионально, но мне нравилось, это главное. Я там больше потом в какой-то момент больше из-за клана своего играл, из-за общения, чем из-за вот этого вот всего остального, там коллекционирования легендарок и так далее. Это потом уже добавились, уже под конец, когда я уже прекращал играть, добавились там всякие новые режимы, всякие офигенные, разнообразные. Раньше такого вообще не было. Просто арены и все. И кланы, и все. Вообще больше ничего. Это было капец как давно. Еще в самом начале в мете всегда будет ок 2.6. Ничего не понятно, но очень интересно. Сейчас слова шметит, где шарик. Ты мне серьезно рассказываешь, какая сейчас мета? Повторюсь, ничего не понятно, но очень интересно. Не играл, но не то, что я хочу сейчас. А, ну все понял. Все понял. Сталкер, все понял. Понял. Ну, в основном воздух для атаки, короче. Очень интересно и ничего не понятно. Я уже это сказал. Welcome to the club, buddy. Ага, оно самое. Да. Но не получилось еще тебя к нам завлечь. Хотя, когда пройдешь сталкер, может быть, ты еще вернешься. Может, мы еще вернемся к этому разговору. Что-то такое, да. Welcome to the club, buddy. Но я так не повторю, как там было. И не имею такой цели повторить.
Принц в золотых тоже на всех бежал. Да? Ну да, я помню, что очень расстраивался, когда он на всех бежал, чем на башне, потому что он бьет в одну цель. Я помню, что его контрили просто толпой скелетов. Просто толпа скелетов и все. И он пока там каждого поодиночке будет тыкать, колупать, эта толпа скелетов его бунь-бунь-бунь-бунь-бунь и все. Зато когда он на башню летит и никто его не остановит, он как влупит в эту башню. Прям хорошо было. И, кстати, вот вспомнил этого наездника на кабане. То, что он может перепрыгивать даже пофиг на мосты. Просто поставил его в центре, и он с центра перепрыгнет, и наплевать на всех. Поэтому я его, наверное, чаще всех из редких пользовался им. Кстати, эти принцы имба, у самого темный ничего не понятно, но очень интересно. И мне эта новая мета очень сейчас интересна. В скобочках очень интересно. Ну, вы поняли, насколько интересно. Про пацифистов типа то, что нужно убивать только бандитов, либо же, например, есть военные, они обмениваются вещами. Ну извините, там нет такой возможности за военных, за бандитов играть. Хотя там... Почему? Там есть такие персонажи, например, Арика, как Роман, как Бруно, как кто-то еще там, которые такие вообще... Не пацифисты, а пофигисты, которые ты можешь убивать хоть своих можешь убивать персонажей. Там напиваться, драться, убивать там гражданских, убивать вообще всех подряд, грабить всех подряд. И будет вообще пофиг. Там есть такие персонажи, которые будут сразу в депрессию падать, когда ты хоть что-то плохое сделаешь. Хоть не дай бог ты кого-то там ограбишь, гражданского, украдешь что-то у кого-то. Или убьешь кого-то, боже мой, сразу все в депрессии, все сразу умирают, все сразу болеют. Не дай бог. А есть такие, как некоторые персонажи, которые хоть убивай, хоть грабь, хоть воруй, хоть своих же, хоть чужих же, вообще. Может, ты еще пока с такими персонажами не знаком? Потому что там много персонажей всяких разных. И полезных, и не очень, интересных, и не очень. Для меня, как я уже говорил на том 4-м стриме по The Sword of Mine, вроде Эмикс, ты меня спрашивал, какой персонаж для меня самый полезный. Я тогда говорил, что, наверное, Катя. Катя, наверное, для меня самый полезный персонаж, потому что именно вот торговать с ней куда выгодней. А иногда торговля прям может очень сильно пригодиться и очень сильно зарешать. Когда тебе очень многие ресурсы нужны. Особенно еда или лекарства. Ну, у нее, конечно, есть минус, то, что для нее нужно кофе. Ну, было бы слишком жирно, если бы у нее был такой здоровенный жирный плюс, чтобы никаких минусов. У Бруно тоже такой есть минус, он как бы готовит свои плюшки, с этим есть, что ингредиентов меньше тратится, но и курильщик, для него нужны сигареты. Но зато есть Мейрин, или так его зовут, он при крафте меньше ресурсов тратится на это, и при этом у него нет минусов. У него наоборот уже есть еще один плюс, вроде как то, что он трезвенник. Если это можно считать плюсом. То как бы тут как посмотреть. Вот у Кати и Бруно есть свои минусы и свои плюсы, а вот у Мейрина только плюсы вроде как. Может, я, конечно, что-то уже и забыл, и может он курильщик, а на самом деле, а не трезвенник, а я с кем-то другим путаю. Ну да ладно. Это вы мне сейчас там уже, наверное, напишите, пока я до вас дойду. Я не обменивался. Почему ты не обменивался?
А как ты выживал? Вот расскажи свою стратегию, как ты выживал. Ты просто ресурсы собирал со всех локаций? Там, или кого-то грабил, или у торговца что-то покупал, или на рынок там ходил, где тоже обмен типа есть, или помогал соседям, и они тебе приносили всякие полезные ресурсы, или еще что-то как-то. Но мега-рыцарь это тот, который в доспехах и с 2 булавами на руках. Все равно не помню. Либо он вышел уже после того, когда я уже забросил игру, или я не знаю, почему у меня его картинка и его геймплей почему-то в голове все никак не появляются. Вот когда ты вспомнил вот про дракона, вот про лучника, про мага, я их сразу вспомнил, их геймплей и как они выглядят. Тут все никак не могу вспомнить. Я всех перебивал, и тут весь и лут весь забрал, что самое главное, бесплатно. Ну конечно, ну так каждый может. Это самый легкий способ выжить, конечно. Я таким способом ни разу еще не играл. Вот сколько раз я перепроходил игру, я еще ни разу таким методом не проходил, чтобы всех убивать, всех грабить. Это для меня просто не очень интересно, потому что это очень легко. Очень легко всех там можно соседей или военных поубивать и сразу найти кучу полезных ресурсов. Кучу еды, кучу лекарств, оружия, кучу всякого можно найти. Это сразу становится намного легче, чем просто выживать. У тебя все болеют, потому что зима, потому что холодно, потому что нет еды. А особенно если ты еще играешь с ребенком, который постоянно в депрессии, который постоянно ничем полезным тебе помочь особо не может. Который просто абуза по факту. Если еще в компании есть еще какие-то бесполезные персонажи. И вообще. Вот тогда, конечно, в 100 раз сложнее и при этом 100 раз интереснее, чем просто катком пройтись, все забрать и просто прокляцать до 40-го там дня. В этом теряется какая-то суть игры, собственно, о выживании. Стараться каждый день как-то вычленять эти ресурсы, чтобы тебе хватило, там, чтобы все было хорошо, чтобы там чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Все прям вот так вот. Тогда становится куда интереснее играть. И становится каждая партия, каждый твой персонаж тебе становится на вес золота просто. Если ты еще таким методом не пробовал проходить, то очень советую. Твое мнение об игре может резко кардинально поменяться. Но при этом можно ожидать, что будет куда сложнее и местами может даже душновато. И неприятно. Но сквозь это надо просто пройти. Она медленно, чтобы ее кинуть за гз. Что? А когда она уже долетает до моста, то с ней кинуть... Ну остановитесь. Хватит мне мету рассказывать. Я тут переключаюсь с темы на тему. С Тролликсом я обсуждаю тему по The Star of Mine, с Эмиксом я обсуждаю тему по Clash Royale, мету. С Макадам обсуждаю Stalker 2. Как мне успевать переключаться на 3 абсолютно разные темы? Сейчас что-нибудь погоняющее интересное, МБ, может быть моды на Stalker. Ой, такими темпами ты вообще скоро ляжешь спать, наверное, мы будем продолжать бубнить тут. Уже... Сколько мы уже сидим? Уже почти 5 часов сидим, да? Мы уже больше как час планируем заканчивать, да? Прекрасно, замечательно, великолепно. Я еще планировал в 3:30 где-то стрим заканчивать, а он уже идет 4:40. Неплохо. Давненько такого не было, как я уже говорил. Это прекрасно. Не знаю про что, но знаю, что там
панельки зима. В Сталкере зима даже. Блин, я один раз только вроде как играл в какой-то мод по Сталкеру, и там была зима. Это было капец как интересно, как классно. Единственное, что мне не понравилось, то что там графон был не очень прям. Даже для модов. Есть многие моды на Сталкер, старый Сталкер я имею в виду, моды, которые красивые, хотя бы более-менее относительно, но вот тот мод, вот если бы он был покрасивее графоном, это было бы просто супер. Ну, я представляю поиграть в Сталкер там зимой, чтобы там везде снег было, то у меня уже привычка, у меня уже ассоциация, что в Сталкере всегда либо осень какая-то, либо какая-то любая такая, знаете, мрачная, серая погода такая. Не лето, это такое ближе какой-то осени, но не желтой осени, какой-то страшный такой серый, мутный, стрёмной осени. Я устал что-то, спать хочу. Если что, можно идти спать без проблем, потому что мы тут еще надолго, мне кажется. Сколько там мне еще до конца чата? Сейчас я гляну, промотаю вниз сразу. Ну, еще есть немало. Есть немало. И пока я до этого дойду, вы еще можете написать целую гору. Так что мы еще тут надолго. Ты если хочешь очень сильно спать, то имей в виду, что мы тут еще надолго. Наверное. Так, а давайте я просто меняю сцену, включу тут на фон хотя бы немножко музыку. Будем уже так сидеть. Это тюрьма, эти звуки тюрьмы мне уже самому дочертели. Надеюсь, не громко. Так, на чем я остановился? Так. Надо ниже. Антураж, что надо, короче говоря. Я представляю, да, у меня самого желание такое и есть, и было раньше. А если тем более новый вот этот Сталкер с модами на зиму, это было бы просто что-то с чем-то. Надеюсь, вот на следующий уже Новый год мы в такой поиграем. Было бы очень неплохо. Так. Форум, ты знаешь, что в Clash Royale добавили новую редкость чемпиона? Нет, не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю, моя хата с краю. У меня уже 2 часа ночи. У меня уже 1:15. Так, потише, пожалуйста, немножко. ОК 2.6 это там, где всадник на кабане, бревно, айр, ледяные големы, скелетики за 1 эпик и еще что-то. Ничего не понятно, но очень интересно. Форум. Все, кто на коняшках, кабанах и баранах, умеют перепрыгивать мосты. Это логично. Что, и эти рыцари, принцы могут? Потому что, во-первых, на баранах это я не помню вообще никого. Это уже вышли, наверное, после того, как я забросил игру. Это раз. На кабанах я только одного помню, вот это вот всадника. А на коняшках я помню только вот этих самых 2 рыцарей. Золотого и черного. И вроде как они не умели прыгать. Где еще есть кто-то на коняшках. Я ничего не помню, я же говорил. Не надо меня упрекать, что там что-то я не так, может, помню, или что-то не так
Говорю, я за себя не ручаюсь. Я ничего не знаю, ничего не помню. Я вообще. Роман мой любимый. Почему я не удивлен? Хотя ты вроде уже говорил на тех стримах. Знаю Романа и Арику. А играл уже за них? Если играл, то если не играл, то они тебе бы понравились, судя по тому, что ты говорил, что всех поубивал, всех ограбил и главное бесплатно. И они бы тебе, эти персонажи, даже не отреагировали никак. Им было бы пофиг. Ну, ограбил. Ну, с каждым бывает. Нам тоже надо выживать. Это их проблема, что они слабее. Выживать сильнейший. Ну, так, наверное, они бы там что-то прокомментировали. Роман всех убьет, придет домой, напьется, подерется со всеми и уйдет. Ну или повеселится. Это он, да. Да, я всех убивал, лутал. Все с людей убивал их. И когда пушек нужных много было, продавал торговцу, которого нельзя убить, он приходит домой. Эх ты. Так неинтересно. Вот очень рекомендую тогда попробовать хардкорный режим такой. Никого не убивать, никого не грабить. Только выживать, только собирать с локации весь лут. Или у торгаша торговать очень бережно, очень аккуратно. Тогда будет куда сложнее, но может при этом интереснее. Ну, потому что просто в этом же суть игры. Выживать. Форум вспомнил, еще рыбак есть, но не помню, когда он вышел. Нет, я не помню. Вообще не помню рыбака, значит. Тоже после меня вышел. Получается, мы до сих пор так и не вспомнили ни одной из тех легендарок, которыми я пользовался во всех колодах. Там какие-то такие были, и вроде как не одна даже. Но пока таких не вспомнил. Самые ближайшие, как я говорил, это лесники и бандитка. Вот ими я только чаще всех пользовался из всех, что мы вспомнили. Но не в каждой колоде. Главное здание, то есть здание короля. ГЗ. Ну, центральная башня, понятно. Ох уж эти ваши современные модные вот эти вот штучки. У нас так не называлось ГЗ. У нас в наши времена называлась башня короля. Или главная башня, или центральная башня. Это не мета, это геймплей. Ой, все. Ой, все. Я ничего не помню, я ничего не знаю, все. Невозможно поправить, ибо чат уже убежал. А чат он такой. Чат он раз в 100 лет, но бывают времена, когда он летит. При том, что у нас всего парочка человек. Вы представьте себе, что было бы, если бы вас, таких вот как вы, которые не просто смотрят игру, которые активно общаются в чате, если бы вас таких вот было куда больше, хотя бы еще на парочку человек, как бы мы тут общались, и как бы еще сильнее чат бы летел. Я бы с ума сошел от радости. Ну, короче, на Сталкер, не Сталкер игра, что зима? Ничего не понял. Все, конец? Где? Не, я еще до конца чата не дошел. Когда дойду до конца чата, и не будет уже никаких тем для обсуждения, вот тогда будет все. Орма, может я тебе в ДС скину Мега Рыцаря, и ты скажешь, знаешь ты его или нет? Давай. Да, рыцари тоже могут. Такого не помню. Ну, и есть такой шанс, что это тоже какой-то баф или нерф.
что им такое добавили, но я такого не помню, чтобы они прыгали. Кстати, ты будешь проходить мафию до конца или нет? Да. Да. Мы будем проходить мафию до конца. И Человека-паука тоже до конца. Если только не произойдет форс-мажоров каких-нибудь. А, кстати, хотел, но забыл сказать, Far Cry 5 как будто все взято из прошлых частей. И из 6-й части. То есть и из будущей части тоже, да? Кстати, насчет будущих частей. Там уже что-то начинается потихоньку появляться какая-то информация насчет нового Far Cry. Вот до этого года я вообще нигде не слышал ничего про новый Far Cry. Только то, что он там вроде как что-то там про Корею должен был бы быть, ну в стиле типа, а потом резко затихло все. И сейчас вот где-то под конец прошлого года, и сейчас что-то опять начинает потихоньку появляться, что там уже вообще не про Корею, а про Аляску будет. Что-то там, какой-то будет странный геймплей, что-то там на время надо будет играть. И там вообще два каких-то Far Cry делаются. Один стандартный, как вот все части, номерной, а второй то ли какой-то коопный, то ли еще какой-то нестандартный Far Cry. И что из этого будет про Аляску, что нет. Ну, короче, хоть что-то уже начинает вроде появляться, какие-то подвижки. И что-то там вроде он, если не в этом году, то в следующем году уже должен как выйти. Я надеюсь, по крайней мере. В этом году у нас Assassin's Creed новый выходит. Это уже точно. Значит, Far Cry можно, например, в следующем ждать как раз новый. Почему бы и нет, собственно. Как вариант. Ну, точнее, в 6-й части взято из 5-й части. Ну, тогда другое дело. А то в 5-й части взято из 6-й части. Это как бы так... Как так-то могло бы выйти из будущего взято. Но в 6-й все сделано лучше. Это логично. С каждой новой частью должно быть лучше. Нелогично было бы, если было бы хуже. Тук-тук-тук, я Чебурек-паук. Всем пока. Все, тролликсы. Покидаешь нас? Все, тогда давай, пока. Спокойной ночи. Спасибо, что заходил. А я до сих пор все никак не дочитаю чат. Да я краем глаза просто увидел, что он уже пишет всем пока. Теперь возвращаемся обратно наверх. Да, я говорил, что Роман мой любимый персонаж. И по истории, и по геймплею. Да, я помню, что-то такое ты говорил. Я еще удивлен тогда был, помню тоже. Такой персонаж не позитивный и твой любимый. Форум, а может ты уже подзабыл и считаешь за легендарок эпиков, редких и т.д. и мы из-за этого не можем вспомнить? Тогда давай не будем вообще вспоминать. Мне не принципиально тут сидеть и прям вспоминать. Мне вообще без разницы. Нам нужна Оливка. И Влад. И Ангелина. Ангелина недавно заходила, кстати. Оливка заходила последний раз. Когда? Ну, забегала там печенек дать, поприветствовать и убежала дальше работать. Это было в каком-то из относительно недавних стримов, а прям полноценно, чтобы в чате побывать, это я уже даже не помню, когда это было последний раз. А Влад, я уж вообще молчу. Ангелина вот недавно была. Но по традиции ненадолго. А, все, забей. Ну ладно. Кстати, Влад не заходил? Нет, не заходил. Вот с тех времен еще не заходил до сих пор ни разу.
Ух ты, я почти дочитал чат. Должно быть, но это не так. Не всегда вообще. Я опять потерял суть. В чем это? Уже в который раз теряюсь в чате. Все, форум отправил тебе в ДС, а я дочитал чат. Сейчас смотрим этот ДС и, наверное, будем заканчивать. Тем более, как раз почти ровно 5 часов прошло. Будет красиво. А, все, да, вспомнил. Видишь? Картинки сразу вспомнил. Вспомнил, и это тоже в третью категорию, наверное. Я им очень мало пользовался. Очень-очень мало. С тех времен. Ой, ну ладно. Тролликс нас уже покинул. Чат я дочитал. По времени уже почти 5 часов ровно, а это значит что хватит на сегодня уже с нас. Давайте заканчивать. Очень неплохо посидели, очень хорошо, я бы даже сказал, посидели. Давненько такого не было. Хотелось бы почаще, но, к сожалению, как есть, так есть. Все, давай пока, давай, Смокодав, тебе тоже. Пока. Всего хорошего. Так. Еще раз быстренько гляну чат в некоторых местах. Не пропустил ли я нигде ничего больше. Нет, вроде. Но если я что-то где-то пропустил, то извините. Так. То на следующем стриме повторите, что вы там хотели еще сказать, что мы, может, недообсудили или что, может, я пропустил. Ладно, на сегодня все. Спасибо всем вам, кто сегодня активничал в чате, кто со мной сегодня так офигенно общался. Кто, может, смотрел или слушал стрим молча, в чате не появлялся. Кто ставил лайки на ютубе. Кто в записи будет смотреть этот стрим потом. Когда-нибудь. Всем спасибо. До встречи на следующих стримах. Следующий стрим, не знаю, будет по Мафии или по Человеку-пауку. Буду ли я делать поочередность такую, или не буду. Или буду стримить, что хочу, когда захочу. Посмотрим, короче. Будет стрим, кстати, наверное, завтра. Не знаю почему, но, наверное, завтра. Да. Все. Всем спокойной ночи. До встречи. Всем пока.